Всем добрый день! Сегодня мы начинаем новую игру Forgotten City. Посмотрим, что это за игра. Так, первым делом мы лезем в настройки. Так, язык русский. Подсказки включены, да? Ага, субтитры, да. Фон субтитров. Ну, наверное, пока не нужен фон субтитров. Так, видео. Общее качество. Ну-ка, эпическое, конечно. Все прям эпическое. Так, звук. Звук. Сейчас, ну-ка, определим. Привет, Саргалыч, привет. Звук отличный, но сейчас речь, ну вот речь можно 80%, интерфейс давай тоже где-то так вот. Привет, Латоша. Так, погоди, сейчас. Лоше, господи, так, вот, правильно прочитал. Так, музыка, ну, может быть, на 60 все. Сейчас вот музыка пойдет. Ну, вроде... Ну, пока, во всяком случае, мой голос точно не переорывается. Ну, вроде нормально. Должно быть на 60% нормально быть. Можно даже, ладно, еще немножко общую громкость. Давай вот так вот все немножко еще спустим. Ну, речь оставим, потому что это разговоры. Так, вот где-то вот так вот, да? Принять изменения. Окей. Но если что скажете, я еще убавлю. Но вроде должно быть нормально. Так, управление. У меня без понятия. Кнопки. Ну, кнопки, ладно. Кнопки это, если что, я всегда переделаю. Ну что, вроде и пока все настроила. А там, если что, поднастроить можно будет. Ну, давай, новая игра. Сообщение от разработчиков. Команда из 3 человек разрабатывала на протяжении 4 лет. Я не успела прочитать. Вдумчивые разговоры и исследования поощряются, а не грубая сила. Посмотрим. Так, наши дни. Хорошо. О, привет, истлевший, привет. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Кто ты? О, привет, Мелиторч, привет. Всем привет, истлевшему, привет, Мелиторчу, да. Спасибо за подписки, спасибо. Так, выберите пол. Мужчина или женщина? Мы кем хотим быть? Мы хотим быть мужчиной или женщиной?
М. Останемся мужчиной? Ну давай останемся мужчиной. Мы лишь руки, висящие в воздухе, вполне возможно, да. Ну давай останемся мужчиной. Выберите цвет. Цвет кожи у кого? У своих рук? Ну давай оставим этот же цвет, хорошо. Выбрали. Окей. Игрок, введите свое имя, подтвердите выбор. Ну, поздравляю, Саргалыч, поздравляю со Steam Deck'ом. Подтвердите выбор. Пусть будет Антоний. Нет, пусть. Игра все равно завязанная, я так понимаю, на какой-то типа Древний Рим, поэтому хорошо, мы будем Антония. Нормально. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Привет, Фенрис, привет, привет, привет. Антонин. Антонин. Есть идеи последнее, что ты помнишь? Что мы можем последнее помнить? Археолог. Тут типа выбор археолог. Годы изучения истории порой позволяет лучше понимать древний мир. Солдат. Это выбор профессии. Привет, Игромоб, привет. Так, я так понимаю, что только игра не очень хорошо оптимизирована. Привет, Барретт, привет. Поэтому немножко походу, вебка подтормаживает. Ну, что ж поделать. Ладно, солдат в бегах, амнезия. Антонин Гелио. Слушай, Гелиогабал плохо закончил. Не хочу быть Гелиогабалом. Из-за недавней травмы головы вы стали менее восприимчивы к боли. Живучесть повышена на 50%. В бегах вы уже долго скрываетесь от властей и привыкли действовать быстро. Плюс 25% к скорости бега. Солдат. Или археолог. Ну, археолог, наверное. Да, железо слабое, ага. Годы изучения истории порой позволяют лучше понимать древний мир. Ну, давай возьмем археолога, мы будем археологом. Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him? If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Там же и есть целых 10 пуль. Так, игра нас предупредила, что тут вопрос не в грубой силе. Тут типа надо все умом решать. Ну, желательно. Ты не против, если я сначала задам пару вопросов? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? О, Валер, привет, привет, привет. Я не сразу тебя увидел. Привет, Валер. Расскажи о себе. Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? И как тебя зовут? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Мне
бы очень хотелось знать твое имя, особенно учитывая, что я собираюсь тебе помочь. Валер, ты же знаешь, никто не может быть круче, чем Индиана Джонс, потому что Индиана Джонс — это Индиана Джонс, это Харрисон Форд. Привет, Релиджен, привет. Короче, у меня плюс 32. Короче, сегодня, походу, хороним Валеру. Валер, мы с тобой. Я запущу веточку сакуры у себя в Твиттере, которого, правда, у меня нет, но я обязательно в твою поддержку запущу веточку сакуры. All right, fine. Sorry if I sounded cagey. It's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Ну что ж, спасибо, что спасла мне жизнь, Карен. You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? Веники березовые, запусть по зязе. Хорошо. Кто такой Эл? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Угу. Так, то есть тут еще один чувак, которого точно так же, как нас, выбросил на берег реки. Здесь летние каникулы студентики, что ли, проводят? Они самоубиваются? You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. А, мы в Италии. Я думала, все как всегда. Мы где-нибудь в глубинке в Америке. Ну надо же. Так, что ты можешь рассказать об этих руинах? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... А ты не пыталась позвать на помощь? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Так, ладно, все. Ну, больше у нас вопросов нет. Great. So you're ready to go look for Al? Я отправлюсь за бесценными артефактами, но поищу и его. Нам же нужны бесценные артефакты. My hero. The entrance is just past those columns behind you. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Я надеюсь, драться здесь особо не придется. Так, фонарик. Угу. Ну, хорошо, фонарик. Окей, взять предмет. Так. Для передвижения. Хорошо. Так, войти в руины. Подожди, журнал на Джей не открывается. Так, Карен. Еще раз поговорить. What's up? Ну... Of course. What did you want to know? Так, это, ну мы все You спрашивали. really don't remember? Угу. Больше нет вопросов. Thanks again. Так, лодка. Старая деревянная лодка. The ruins are just beyond those columns. Please, hurry. Сейчас, потороплюсь. Секунду, дайте хоть осмотреться-то. Спальный мешок. Так, это мы ничего не можем подобрать, окей. The ruins are just beyond those columns. Please, hurry. Да. Используйте так, подожди. Ага. Я так понимаю, что мне говорили, что эта игра выросла из мода к Скайриму. То есть это что-то по типу, как я понимаю, Эндерала.
Войти в руины. А кто у вас просит... Так, минутку, а кто здесь факел зажег? Эл, что ли, зажег факел? Удерживайте Shift, чтобы бежать. Ну, я думаю, что мы походим пока. Бегать нам не особо надо. Господи, хоть бы в этой игре не было загадок. А если они будут, то хоть бы они были бы несложные. Потому что я из загадки, это прям будет совсем тяжело. Так, ну пока мы ничего подобрать не можем. А знаете что? А где, если что, кнопки... Путеводитель. Так, подожди. X и M. Журналы, инвентарь. Таб. Так, то есть, подожди. Карта пока нету. Отслеживание целей. Там прям в описании проголовки. Нет, только не это. Не надо. Так, доп. Задания, основные задания. Инвентарь. Динарии. Так, хорошо. Молодая девушка по имени Карен вытащила меня из реки. В качестве благодарности за спасение своей жизни мне нужно найти человека по имени Эл, исчезнувшего в неких древних руинах. Найти информацию о местонахождении Элла. Так. Используйте, чтобы... А зачем мне убирать фонарик? У меня и так все хорошо. Подождите. Я не хочу убирать фонарик. Так, понятно, невидимая стена. Ладно, хорошо, хотите убрать фонарь. Так, рюкзак. В нем нет ничего ценного, но все же странно, что Эл оставил его. Так, ничего не могу. Записка Элла. It means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten. All knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Alworth. Так, хорошо. Прочитать мы прочитали. Не, в смысле? Это было быстро. Хорошо. Это было слишком быстро. Но летели мы недалеко. Найти вход... Как-то очень все быстро происходит, я бы сказала. Найти вход в скрытый город, идти по следу Элла. Ну, как так это... Раз, и уже все нашли. Прям предыстория сразу такая в лёд. Фью! Кто-нибудь тут есть поживиться? Так, главное, чтобы здесь не было ядовитых змей. Не? Поживиться нечем?
поживиться нет, нечем. Ах, какая вода прям зеленая. Надпись. Знания археологов всегда помни, они наблюдают. Здрасте. Что-то там, помните, было предупреждение про золото? Кто ты? Ну, как вам сказать? Я сам толком не знаю, кто я. Подозреваю, что это все живые люди, а не просто статуи. Статуи обычно в таких позах вряд ли бы какие-то древние мастера создавали бы. Я не знаю, стоит ли сюда внутрь заходить. Золотая статуя. Молодая римлянка, оплакивающая кого-то. Римский гладиатор, пытающийся от чего-то убежать, что могло заставить его обратиться в бегство. Молодая римлянка, похоже, она молила о пощаде. Ну да, точно, этих людей, скорее всего, всех превратили как в некие статуи. Типа город под землей. Используйте F5 для быстрого сохранения. Окей. И Мидас разбушевался определенно. Римский военачальник, закрывающийся от чего-то. Угу. Те в ужасе от чего-то скрываются. Римлянка, молящая о помощи, которая так и не пришла. Так, это и туда куда-то, и туда куда-то. Чё ты здесь? Да я просто так шарюсь это в поисках приключений. Да. Ага, вот, похоже, мы и нашли его. Повешенная золотая статуя. Золотая статуя старика в современной одежде. Это должно быть тело, но как такое возможно? Так, хорошо, и что дальше? Прочесть каменную табличку. Подожди,
whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Если я правильно помню, в описании этой игры говорилось, что здесь будут какие-то временные петли. Можно свалить с тропы? Нет, как я понимаю, пока никуда свалить нельзя. То есть здесь достаточно линейно все. Пока ты, во всяком случае, линейно бежишь. Найти портал. Ну, вон можно куда-то вниз забегать, посмотреть. Сюда. Ну, нет, пока тебя просто за ручку ведут. Пока... Останки человека. Кто бы это ни был, умер он очень давно. То есть, ну, пока... Ну, заходим в портал, какой у нас есть выбор. Ну, фоторежим мне не нужен, игра. Спасибо, но нет. Фоторежим точно не нужен. Так, все летим, летим, летим. Идет загрузка, загрузка, загрузка. Все, загрузились. Прилетели. Выясните, как вернуться в настоящее время. Римский барельеф с изображением огромного круглого портала и двух женщин. Интересно, кто они такие? Так, а помимо этого, что еще здесь можно осмотреть? Сейчас, секундочку. И я так понимаю, вот мы прилетели в прошлое. Насколько в прошлое? Здрасте. Салve, друг, я... Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Храме Прозерпины. Угу. Я, да, так это сразу в лоб. Я Антонио, я из будущего. Очень приятно познакомиться. Подожди, стоп, ты говоришь по-английски? What? I'm speaking Latin.
You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you? And what were you doing in the shrine? Ага. То есть, короче говоря, объясняют они эту тему, что древние римляне говорят по-английски тем, что это нам кажется, что мы говорим по-английски. На самом деле, типа, все говорят по-латыни. Ну, или им кажется, что мы говорим по-латыни, на самом деле, по-английски. Ну, короче, выкрутились. Хорошо, я Антоний, я из будущего. Давай просто честно сразу в лоб. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. Скажи, пожалуйста, какой сегодня день? We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? Так, а год какой? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Значит, сейчас 65-й год нашей эры. CE? No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Ладно, веди. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. 23 человека Aren't you going to сейчас здесь. introduce me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Ясно, понятно. Женщина. Хорошо. А можно с вами поговорить? Подожди, ты же постоишь, подождешь, да? А можно с вами поговорить? В смысле, ну я ближе подошла. Стоп, попозже. Хорошо, окей. Politics. I'd stay clear of it and her, if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Я слежу с тобой, деревенщина. Ну да. Greetings, citizen. My name's Horatius.
Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Ладно, ведите, я не буду залупаться с представителем закона. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. Ну, децимация, да, я знаю за децимацию. You're in for a rude shock, because the golden rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. Who's up these stairs? Давай, на втором этаже. Здрасте, ну что? Вы тут магистрат? Дайте сохраниться, на всякий случай. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Я практически тоже древний римлянин, но приятно познакомиться. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Ну, тут, конечно, прекрасно. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Город, где никто не говорит, ну это скучно. Город, где никто не грешит, это как минимум скучно. Это невозможно. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. То есть нам надо будет успеть как-то предотвратить преступление. Что есть грех? Это отдельный вопрос, на самом деле. Что здесь считается грехом? Грех — это нарушение закона. Смотря какой, понимаешь, какого закона. Потому что, извините, например, там, грешить, не прочитав на ночь молитву, лично для меня это не нарушение закона. Но для верующего человека это прям вот, например, пипец-пипец. Вот, что здесь считают грехом? An intelligent question.
There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire Блин, это to a идеальный для standard Саргалыча never before город. seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Саргалыч, ты не хочешь переехать в этот город? Мало того, что тут здесь Древний Рим, тут еще и законы соблюдаются просто на уровне каком-то нечеловеческом. Не хочешь переехать в этот город? Мне кажется, это не лучшая идея. Не все, что законно соответствует нормам морали. А в местах, откуда я родом, многие ваши законы и обычаи считаются варварскими. Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists, and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric? Мужик бедный возмутился, варварами назвали. Вообще просто... Не, ну назвать, конечно, римского магистрата варваром, это, конечно, верх наглости. У вас ведь разрешено рабство? Of course. What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. А разве римляне устраивают кровавые игрища ради забавы? On occasion. But our gladiators are almost all volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. I do not see the harm. Идеальное общество. А как насчет женщин? У них же меньше прав, чем у мужчин. Of course. But with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands. Ну, слушайте, не, ну, если меньше прав, но и меньше ответственности, это уже другой разговор. А как же преследование христиан? You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? It's hard to blame the people for being angry about that. Вот действительно. Подождите, в прошлом году сгорело пол-Рима, то есть это какой период? Это, я так понимаю, период Нерона, видимо, потому что, по-моему, при Нероне очень сильно как раз Рим горел, и обвинили потом христиан. Преследование христиан. Вот, затирал. Не, ну слушай, ну, если уж таким образом, то как бы, знаешь, выкручивать, типа, из-за них пол-Рима сгорел. Ну, понятно, что люди их недолюбливают в таком случае. Ну тут, конечно. Так, а коллективные наказания? Are you talking about our practice of decimation? Of course. You can hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. Саргалыч, я тебе предлагаю переезжать в этот город. Мне кажется, тебе там точно понравится. Вот вообще, классное место.
Не, слушайте, ну признаем нашу ошибку. Такое райское место, ну что, ну. Римская империя великолепна. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Собирает вещи. Пензу езжай, вернем ей былое величие. Подожди, Валера, а у Пензы было былое величие? Я что-то не знаю. А когда ты говорил, что меня послал сюда Прозерпина, что ты имел в виду? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Я так понимаю, что, видимо, здесь что-то произойдет, кто-то что-то нарушит, и чтобы всех спасти, нам надо будет вернуться в прошлое и решить загадку, как-то предотвратить то ли убийство, то ли еще что-то. Привет, голос. Так может, Саргал его строил? Определенно, может, и он его строил. Тони Депорт за водуху. Что в игре делать нужно? Я так понимаю, что здесь история в том, что мы, некий археолог, нашли руины и попали в прошлое. Какое-то, причем прошлое, очень непонятное, то ли альтернативное, то ли еще что-то. В общем, здесь есть некая община римлян, которые живут в идеальном обществе. Если ты нарушишь какой-то закон, типа там, ну, я не знаю, убьешь, изнасилуешь, там еще что-то, произойдет страшное. То есть, как бы здесь город, живущий по законам общей децимации. Кто-то что-то нарушил, несут ответственность все. И вот мы, как пришелицы из будущего, видимо, должны будем вот этот вот момент предотвратить. Это, я бы даже сказала, не то, что ролевая игра, это скорее как-то больше даже квест. Ты прав, я из будущего, разница во времени примерно 2000 лет. 2000 years? That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Вы все превратились в золотые статуи. I have imagined it, our downfall, 1000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Как устроен этот ритуал? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? В храме действительно лежали человеческие останки. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Ну, я сделаю все возможное. Well, I suppose that's all I can ask for. Интересно, когда мы сюда шли, то золотые статуи уже на постаментах стояли. Кто их туда засунул? Разработчики, магия разработчиков. А почему ты не можешь провести расследование сам? Ну, потому что. Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends.
I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Угу. А ты кого-то подозреваешь? Короче говоря, здесь вообще не живет, как они сказали, вроде 22 или 23 человека. Я так понимаю, надо будет со всеми разговаривать, всех обижать, со всеми говорить. Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Да откуда мне знать, что во всем виноват не ты? Me? Why would you suspect me? I've just told you. I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? Ну, мало ли, я должна подозревать всех. I'm glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Так, ладно. Выскажи свое мнение. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. Угу. If I understand Prosepina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the Golden Rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Так, понятно. То есть нам нужно, ну как я и говорила, нужно предотвратить совершение греха, чтобы вернуться в свое будущее. Все. Мы все вопросы задали. У меня больше нет вопросов. Good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the Golden Rule? Ладно, я этим... Ну, у меня варианта нет. Кажется, выбор у меня невелик. No, I don't suppose you do. But I'm hoping that even if you're not burdened with a sense of self-sacrifice, you'll at least see the sense in self-preservation. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Угу. Ну, собственно, я так понимаю, игра даже не столько РПГшка, сколько квест, по сути. Так, давайте сразу сохранимся, на всякий случай. Новое сохранение. Ну, почему нет? Привет, не злой, привет. Почему бы нет? Поделать квесты, ну... Главное, чтобы не загадки. Со всеми поговорить, походить, пообщаться, это вообще дело мое любимое. Я люблю поболтать. В общем, игра, как я понимаю, очень неспешная. Так, тап. Основные задания. Так, создать временной парадокс. По словам Сэнти, если я создам парадокс, то снова окажусь в своем времени. Мне нужно изменить прошлое таким образом, чтобы само мое присутствие здесь оказалось невозможным. Он привел такой пример. Если мне удастся предотвратить нарушение золотого правила, ему не будет нужды создавать портал, а значит, я не смогу попасть в прошлое. Парадокс.
После выбора из одного диалога игру точно нельзя назвать РПГ. Так. Понять, кто с наибольшей вероятностью нарушит золотое правило и рассказать об этом Сентию. Доп. Задание. Выяснить, что беспокоит Лукрецию. Ну, давай пока поставим... Но это в любом случае, это 2 сюжетных задания, мы с ними не промахнемся. Давай пока поставим отслеживание Лукреции. Так. Ну все, да, давай все осматривать, что тут у нас. Какие варианты? Давай сначала пробежимся по 2-му этажу. Так, здесь у вас ничего. Записка отца. Так, сейчас все будем читать. Ларарий. Маленькое домашнее святилище, где древние римляне молились о защите. Сундук Сентия. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Никаких краж. Никаких краж. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы чё? Не. Никаких краж. Иначе сейчас тот, кто нарушит правила, сейчас окажется им. Мы же и окажемся, поэтому не-не-не-не. Это вам не Skyrim. F5. Записка от Сентиллы. Сентилла выражает благодарность Сентию за то, что он удочерил ее. Воровать... Нет! Привет, Battle Cat Dragon. В смысле? Ну, потому что тут нельзя. Тут по жопе прилетит. От Сентиллы Сентию пусть Юпитер Оптимус Максимус продолжает защищать и направлять вас. Спасибо за то, что сделали меня своей дочерью и за прекрасный кулон на день рождения. Я обещаю, что буду носить его всегда. Я чувствую себя в безопасности и счастлива, что вы мой отец, а Сентия сестра. Я чувствую, что вы переживаете из-за выборов в следующем месяце и думаю, что если сумеете показать себя таким, каким я вижу вас, сильным и надежным, то сможете победить. Я уверена в этом. Так, как же жажда... Не-не-не-не, господ... Нет. Так, а можно это как-то стибрить? Нет, предыдущая страница, следующая страница. Так, понятно, нет. В общем, кто-то кого-то удочерил, понятно. Можно, я разрешаю... Нет! Нам по жопе прилетит, ни в коем случае. Мы не будем красть. Мы должны... Сейчас такое сразу, знаешь, так это тибришь и сразу все, гейм овер. До свидания. Согласую, разрешай. Да ну вас. Ух ты, ё, какие у нас хорошие эти. Глюки-то у нас. Так. Саргалыч, как тебе эта атмосфера древнего... Ну, вообще, кстати, прикольно. Вот игр, чтобы как-то было с атмосферой древнего Рима, я практически навскидку-то не знаю. Поэтому это, наоборот, прикольно. Удаление сейва и игра с компы, где-то такое было. Да-да-да-да-да. Ты 100% криминал скам, да. Печь. Несомненно, было неприятно готовить пищу при настолько плохой вентиляции, но римляне, вероятно, считали это проблемой своих слуг. Ну... А чё бы нет, да? Это правда? Да, вполне. Римская кочегарная лопата из бронзы. Пахнет золой. Так. А что с ней можно сделать, кроме осмотреть? Ничего нельзя. Спасибо. А можно вооружиться лопатой на всякий случай? Так, чаша с едой. Это морковь фиолетовая. Такой она была до того, как начали выращивать современную... Морковка была фиолетовая, господа. Такой она была до того, как начали выращивать современную оранжевую. Слушайте, мы сейчас тут это... Получим неплохое образование, судя по всему. Вы представляете? Так, ладно, да еще осмотримся. А что здесь у вас? Маленькая склянка с примитивными духами, сделанными из цветов и масла. Скульптура Ареса, греческого бога войны, известного как Марс Урибля. Ну, это мы знаем.
Сундук Сенти. Не, так, нет. Не. Косметическая банка. Так, ну здесь косметика. Вообще-то морковка была белая исторически, кажется, как редька. Но я не специалист в этом, ну... В игре написали фиолетовая. Возможно, возможно, нет. Может быть, морковка была белая. Редька, кстати, вкусная. Мне нравится редька. Она похожа на это, на редиску. Люблю редиску, и поэтому люблю редьку. Привет, Никола. Да, много овощей и фруктов были совершенно другими до селекции. God bless селекцию. Да, кстати, God bless селекцию. Я помню, я смотрела, какой раньше был арбуз. Это была вот такая вот небольшая ягодка. Арбуз. Поэтому реально, God bless селекцию. Нет! Нет, господа, никаких воровайств. Латунное зеркало. Латунь была отполирована до состояния примитивного зеркала. Его использовали для нанесения макияжа. Нет, кстати, игра прям... Ребята реально поработали, похоже, с игрой. Ну, с ее исторической частью. В принципе, может быть, есть какие-то недоработки, но так в целом молодцы. Дорогой дневник, сегодня отец предложил мне начать вести дневник, чтобы отвлечься от ужасного исчезновения моей сестры. Как послушная дочь, я, конечно, подчинилась, поэтому следующие страницы будут содержать мои самые сокровенные тайны. Так. Слышал, персики бы раньше были маленькие, но очень сладкие. Селекция пошла в сторону урожая, а не в сторону вкуса. Возможно. Сэнтия считает, что каждый имеет право на секреты. Я знаю, что ты читаешь это, отец. Я, может быть, и молода, но не дура. Мы все имеем право на секреты, Сэнтия. Блин. Ясно, понятно. Так, чернильница. Так, что тут еще? Подожди. Ну да, похоже, что не первая волна. Сундук Сенти. Так, нет, ничего не крадем. Косметическая банка. Латунная склянка. Так, здесь ничего интересного нету. Ну, вряд ли что-то в склянках есть интересное. Ага. Записка от Сентиллы. От Сентиллы, Сентию и Сентии. Пусть Клементия даст вам силы простить меня. Мне жаль, что я покидаю вас таким образом, но я нашла способ сбежать и должна им воспользоваться. Надеюсь, что когда-нибудь мы снова встретимся. Сентилла пишет, что решила сбежать. Так, запоминаем. У мужика есть две приемные дочери. Сенти и Сентилла. И вот, я так понимаю, Сентилла сбежала из этого города. Зачем еще нужен чатик, если не подталкивать на всякие пакости? Нет? Угу. Можно взять предмет. Так. Записка от Сентиллы. Ну, подожди, а остальные записки я могла взять? Ну-ка, ради интереса. Нет. А вот это я не могу взять. Так, товарищ легионер. Попробуй найти Сентиллу. Ну-ка. Так, расскажи о себе. I'm a legionary of the first Italica, but there's not a lot of fighting down here.
so the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughter, I should say, and the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Угу. Как ты здесь оказался? I'm from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl and pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some Genetricum fugitive tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Угу. Боже мой, взгляд, он словно напуган. Ну, он напуган. Если так посмотреть, он напуган, потому что все же они живут в страхе перед тем, что кто-то рано или поздно нарушит правила и все умрут. Тут, по сути, жизнь как в римском легионе с децимацией. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Centilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Так, можешь мне рассказать о магистрате? He's one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Угу. Короче, магистрат мужик хороший, но он не производит впечатления плохого персонажа. А ты не знаешь, как отсюда выбраться? I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Могу я взглянуть на список граждан? I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Список всех жителей города в алфавитном порядке. Аврелия, Так. Аврелия, класс плебейка, занятость владельца трактира, место проживания трактир в трущобах, примечание, говорит, что знает, как выбраться. Вергилий, архитектор, примечаний нет, галерий, Ганнибал. Примечание, умер в цистерне. Георгий. Примечаний нет, Гораций. Деций. Домиций, Дуилий. Примечание заключено на складах. Клавдия. Ливия. В данный момент отказывается работать. Лукреция. Малиол не заслуживает доверия. Невия заперлась во дворце. Октавия. Руфий все больше волнуется. Сентилла пропала. Сенти, ее, получается, сестра, не выходит за пределы виллы в целях безопасности. Ульпий, Фабия, Кабаш, Эквития, Юлия. Угу. Так. Взять предмет, окей. Спасибо. А что ты думаешь о золотом правиле? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself
is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. А, там откуда я родом, это посчитали бы коллективным наказанием, а это военное преступление. A war crime. Isn't that a contradiction in terms? As Cicero said, in times of war the law Когда falls гремит silent. оружие, законы молчат. Ну, в принципе. Ну, в принципе, к сожалению, так и есть. Соглашусь. Good. Perhaps we'll make a legionary out of you. Возможно, мы еще сделаем из тебя легионера. Спасибо! Из меня только легионера делать. What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. If you like. А за кого будешь голосовать? Ну, скорее всего, за магистрата. Очевидно, что он будет голосовать. Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery, and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Я могу помочь? I appreciate the thought, but you're new here, and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Так, новую кучу доп. Заданий. Так, секунду, я пойду. Сказать Сентию, что вы подозреваете Домиция. Домиций запугивает избирателей, принуждая голосовать за Маллеола. Сегодня день выборов, и Маллеол надеется сместить Сентия с поста магистрата. Мне нужно как-то его остановить. Встретиться с Маллеолом, выяснить, как заставить Маллеола не участвовать в выборах. Нужно найти сомнительные факты в биографии Маллеола. Ну, вообще игра, конечно, да, здесь нет экшона, но она такая достаточно... Скажем так, не всем подойдет. Здесь надо больше когда ходить, разговаривать, исследовать. Ну, любопытно. Чаш с едой. Так, про морковку фиолетовую мы уже читали. Whatever are you wearing? Сейчас, девушка, сейчас, секунду. Я сейчас с вами поговорю. А к магистрату... А к магистрату можно? А где магистрат? Магистрата нету? Так, а это мы не можем забрать, окей. Ладно, давайте с вами поговорим. Ой, какая хорошенькая. I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Здрасте. I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Я не из этих краев. Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Так, Now, понятно. remind me, why are we having this conversation?
настоящая патрицианка. Нас смешали с говном. Я поняла. Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Патрицоне, да. А я могу помочь? I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Так, видимо, здесь будет квест на то, чтобы найти ее сестру. А когда ты в последний раз ее видела? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. А она с кем-то встречалась? I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Такое ощущение, что, по-моему, у модели немножко косоглазие. Мне кажется, что она... Беру свои слова назад. Она немножко косоглазит. У нее один глаз немножко с косоглазием. Вот этот вот глаз, по-моему, немножко косоглазит. Поэтому, ладно, не могу сказать, что это... Да. Окей, первый раз я сказала, она миленькая. Нет, сейчас я вижу, что у нее есть небольшое косоглазие. Я не знаю, это грех модельки или это так предполагается? Ну да, у нее есть небольшое косоглазие, по-моему. That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its paddock. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. И она смотрит на мир под другим углом. Очень под другим углом. Так, возможно, это как-то связано с ее любовником? I don't know. But it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Ой, какая миленькая. Нас смешали с говном. А, знаете, не такая уж и миленькая. И вообще у нее косоглазие. Да-да-да-да-да-да-да. Синтия, Сентилу. Почему у вас такие похожие имена? Потому что женщинам не давались свои собственные имена. Вот почему. You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest, and my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Scintilla. Угу. Удивительно спокойно, учитывая исчезновение собственной сестры. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Сдается мне, ты знаешь больше, чем говоришь. Oh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Ладно тебе, ну чё ты начал... Да господи! Блефанули. Ну, давай поговорим еще. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian! Так, я по... Ай! Вот блефанули, да? Понятно. Сентия слишком спокойно относится к исчезновению собственной сестры Сентиллы. Ладно, давай поговорим, ну чё ты? Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian! Так, ясно, понятно, спасибо. Keep an eye out for Scintilla, would you?
What now? Так, а здесь разговоров нет. All right. Угу. В общем, сблефовали мы очень неудачно. Я могу сказать. Сблефовали так сблефовали. Так, а что еще здесь есть? Да, пога. А зачем здесь двери, если здесь можно выйти вот так вот? От чего защитят эти двери? От каких воров? Если здесь, простите, можно пройти вот так вот в дом. Как бы, окей, я просто пройду вот так вот и все. Ну ладно. Окей. Так, керамический горшок. Керамический горшок с мочой, который древние римляне использовали для стирки и отбеливания вещей из-за содержания в ней аммиака. Ну? Зачем им защищаться от воров, если у них смерть от воровства? Ну, с другой стороны, да. Поэтому, ну да, с другой стороны, да, согласна. Ну просто, а смысл тогда вообще этих дверей, если здесь вот такой вот офигенный проход? Хорошо. В принципе, зачем тогда эти двери нужны? Здесь можно их убрать и просто оставить такую арку. Морально-поведенческие принципы, ну возможно. Так, блин, я, конечно, запорола разговор с его дочерью, блефанула и... You've returned. Do you have any news about your investigation? I've had plenty of time to think about it. Let me see if I can sum up my thoughts. I've always considered my guiding star to be the well-being of the Roman people. Our survival and prosperity have always hinged upon honoring the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. Give the gods what they want and we all prosper. Dishonor them and we all die. It's as simple as that. The real enemy in this place is not the golden rule, but human failings. The temptation to slide into degeneracy, greed, and hubris. I trust that answers your question. Упадок, упадок нравственности, да. Так, ты не знаешь, как отсюда выбраться? Давай. If I did, I'd have led these people out of here already. Расскажи о себе. Sextus Sentius Imperiosus is my name. Though magistrate is the proper Империос. way to address me. Секс Сенти Before I Империос. wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization from the barbarians. Декурионом? It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. И зачем ты до сих пор ее носишь? As magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you, so it seemed prudent. Так, как ты здесь оказался? My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple.
You can probably figure out the rest. Угу. Так, как ты стал магистратом? I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation for another election. They're supposed to be annual, but I agreed to hold it sooner, hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. Угу. Very well. Хорошо, это спросили. Мне хотелось бы задать несколько вопросов насчет расследования. Ask then. Так, а это мы спрашивали. Угу. Good. Now, was there something else you wanted to discuss? Мы можем поговорить о том, кто нарушил золотое правило? Of course. What is it? Думаю, я знаю, кто это. Мы по факту не знаем. Не-не-не, погоди. Did you say? It doesn't matter. It looks like you'll have to continue your investigation. Now, was there anything else you wanted to ask? Thank you. I'll be waiting here for news. Так, то погоди, золотое правило. Не обязательно. Сказать. Это не обязательно. Ну, хорошо, давай сохранимся. You've returned. Do you have... Of course. What is... Are you sure you've spent enough time investigating to make that call? It seems to me you've barely had enough time to scratch the surface. It looks like you'll have to continue your investigation. Now, was there anything else you wanted to ask? Нет, здесь, видите, не дают говорить. А как, подожди, мне тогда рассказать о том, что я их подозреваю? Не обязательно. Ask then. Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what's needed here? Вот, ну-ка подожди. Возможно, преступление связано с исчезновением Сентиллы? So you know about that already. It's a devastating loss, of course, but that was over 3 weeks ago, and whatever happened to her, it didn't break the golden rule, so I don't think it's connected with our imminent demise. Still, if you happen to find her and return her to me, I would be eternally grateful. Угу. Так, хорошо. Good. Now, was the... Thank you. Засчиталось, что я сказала? Нет, видимо, не засчитала. Хорошо, ладно. Пошли пока дальше смотреть. Так, меня ведут куда-то тут. Я поняла, игра. Погоди. Давай сначала осмотримся. Почему ты здесь? Откуда я знаю, почему я здесь? Мне самой очень интересно, почему я здесь. Последнее издыхание, демократия в действии. Так, ты меня ведешь... Так, хорошо, здесь, допустим, пока ничего. Здрасте, а вы кто? Вы гладиатор. What were you two talking about? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. What's he offering you? Money? Favours? What's your vote worth to him? Мужик, ты прям это... Мы не говорили о выборах.
What else would you be murmuring about on election day? Mark my words, Malleolus is gonna be magistrate by the end of the day. And if I tell him you sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? Слышь! У меня и мысли не было вмешиваться, но теперь придется. Вообще, какое-то хамство, гоп-стоп, понимаешь? Блин, это шлем так смешно смотрится, да. Нормально, он же гладиатор, Саргалыч. Oh, you just made a big mistake. Malleolus is gonna hear all about this, and he'll make you suffer the tortures of Tartarus while you're still alive. Давай, 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 да. Скажи Малеолу, что ему не поздоровится. Вот и поговорили с еще одним персонажем. Давай вставай, еще поговорим. По-моему, он меня материт. Вот, да, вот я еще поговорила с одним персонажем, хорошо. А Синти и Малеол, те же экскременты, только пахнут по-разному. Ну, в принципе, да. А чё все так на Синти это бычат? Нормальный, по-моему, мужик. Чё все так на него это бычкуют? А чё тут за дверка такая? Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? А что? Nobody's told you about Hannibal. Why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground. And hunched over him was something that made my blood run cold. No word of a lie. I saw a creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. And it was eating Hannibal. Разве это не нарушило бы золотое правило? If it was a man, maybe. But I swear on my life this was no man. More like a Strix. Or some Versipelus that feeds on human flesh. I didn't stick around to see which. What any sane person would have done. I legged it out of there and put a sign at the door to warn the others. Конечно, мы пойдем навстречу приключениям. Почему нет? История, конечно, захватывающая, но я все равно пойду туда. Without a weapon? Well, it's your funeral. Да, погоди. А может, еще что интересное расскажешь? Понятно. Меня послали. Блин, ну это даже... Я пока туда не пойду, я все поняла. Ладно, туда я пока не пойду, хорошо. Это... Ползучие лозы Так. Я поняла намек. А тут у вас чего? Ага. Так, ладно, хорошо. Даже ББК... Не, он не то, что какает бабочками, но он просто Так, хорошо, там какой-то проход, и туда куда-то можно пролезть. Допустим, сюда мы тоже пока не пойдем. Так, а здесь у вас чего? Здрасте. Здесь кто-нибудь живет? Что у вас тут интересного?
Сундук эквити. Не-не-не, деньги мы не тырим, опасно. Чернильница. Так, что еще тут? Здесь ничего интересного. Исследуем все, осматриваем. Не, да, слышу, я слышу. Слышь. Так, подожди. Это подъем на второй этаж. Хорошо. Так, выход на балкон. Здесь ничего интересного не лежит. Здесь тоже вроде ничего не вижу. Так, кухня. Печка. Здесь вроде ничего не лежит. Так, это что здесь? Сундук-то, записка для... Так, секунду, сохраняемся. Читать. Путь к тайному святилищу. Войти в пещеры за театром, затем повернуть направо на первой и второй развилке. От анонимного друга Октавии. Да благословит и сохранит тебя Господь. Жаль, что я не могу рискнуть обсудить это с тобой лично, но если я не ошибаюсь, то ты такая же верующая, как и я. Возможно, ты не можешь открыто поклоняться, но знай, что ты не одна. Если ты когда-нибудь почувствуешь, что тебе нужно где-то помолиться, можешь пойти в особое место в пещерах за театром. Поверни направо на первой развилке и еще раз на второй. Так, у нас тут христиане. Все ясно, у нас тут христиане. Режим... Ага. Окей. Кто бы вы ни были, здесь есть христиане. Кошель с... Вот просто так стоит кошель с... Господи. Идеальное общество. Просто так стоит кошель с монетами. Так, бюст Минервы. Так, а в доме никто не живет. Ладно. Кошельный... Нет, мы ничего не берем. Хорошо, здесь мы тоже пока пробежались, осмотрелись. По квестам пока... Так, а здесь чего? Выяснить, как заставить Малиола не участвовать в выборах, встретиться с Малиолом. Угу. Так, ну пошли. Я не могу пошевелиться. Не шевелитесь. Хошь туда, хошь туда, хошь сюда. Что здесь? Что здесь? Есть что-то интересное? Больше мне нравится вот это. У них тут периодически по городу стоят керамические горшки с мочой. Так бегаешь, так это... Ага. Боже, здесь можно везде пойти. Я не по... Куда бежать? Что делать? Фонтан со свежей водой. Кошель с монет. Так. Деревянное ведро. Похоже, владелец уронил его, когда набирал воду, и, к несчастью, так и не поднял обратно. Какая тарзанка.
В фонтане купаться можно? Нет. Это не день ВДВ. К счастью или к несчастью. Ёпарасоте, да шо... Какие ж тут просторы, а? Так! Так, хорошо, игра. Я уже тут запутываюсь, куда здесь бежать. Здесь можно везде бегать. Хорош. Давай пойдем постепенно. Ладно, все, я поняла. Тут что-то как-то это, беготни вообще. Хочешь туда, хочешь сюда, хочешь вообще куда. Вон куда-то можно залезть. Пипец какой-то. Все, я поняла. Следуй за баб. Тут их слишком много. Тумай не тумачь этих бабочек. Ладно, допустим. Так. Вот мы пришли от Тедова. Там мы успели с кем. Да, хорошо, давай начнем с этого места. С квеста. Так, хорошо. Храм Аполлона. Здрасте. Мне надо поговорить с вами, да? А медицинские инструменты. Набор примитивных медицинских инструментов, включая щипцы и ножницы. Стеллаж с травами. Деревянный стеллаж, в котором хранятся различные высушенные измельченные вещества. Ступка и пестик. Ну, не сильно изменились, это понятно. Хорошо, что здесь у вас еще есть интересного? По-моему, кому-то стало плохо. Ну, давай. Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Yulia. She was a good woman. Что произошло? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here, with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. То есть кто-то отравил человека, но это не нарушило золотое правило. Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututo and scratching his eyes out. Сказать Сентию, что вы подозреваете Лукрецию. Блин, это как это? Все... Я подозреваю всех, да? Ну, я посмотрю, что можно сделать.
Так, мы выяснили, что беспокоит Лукрецию. Угу. Попытаться убедить Деция отдать сок Сильфе. Хорошо, давай сначала поговорим. Расскажи о себе. I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Ну, Саргал, чё, почему нет? Может, она из Карфагена? Может, вольноотпущенница, почему нет? My husband and I moved to Rome. Кесария. Она переехала с мужем из Кесарии. He embraced the Roman way more than I would have liked and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Саргалыч, а Кесария это какая провинция? Кто там жил? It's all right. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Mm-hmm. Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. На стыке Африки и Азии. Ну, в принципе, в Кесарии, наверное, вполне могла быть такая жительница. Правда, она, конечно, коротко острижена. Я не уверена насчет такой прически у древних римлянок. Разве что у рабыни или вольноотпущенниц. Потому что, короткие волосы тогда все-таки это привлекало внимание. Ну, вот такие же, вполне. Единственное, конечно, у меня вопрос к ее прическе. Что она как-то слишком коротковато острижена, но... Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician. But she was the closest thing we had down here. And she was good, too. Until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed, and he's in constant pain. Mm-hmm. I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off, and I worry he'll end up losing his temper and lashing out, and you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Так. Thanks, I suppose. Выяснить, чем... Господи, выяснить, чем можно лечить ревматизм. Найти Невию во дворце. А кто может страдать ревматизмом? В принципе, ревматизмом может как раз страдать гладиатор. Она сказала, что он меня немного пугает.
воспаления суставов, в принципе, либо это мужик, который претендует на выборы, либо это гладиатор. Поэтому, в принципе... I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm tired and out of... Так, а здесь мы все поговорили, да? Gladly. А ты не знаешь, как отсюда выбраться? I wish. Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on Я не всегда знаю, everything you что can imagine. делаю. Как любой только что свежевыпустившийся врач. Господи, что я делаю? Я не понимаю. A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Мне постоянно что-то шепчут статуи. Это нормально? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Так, ладно, расскажи мне побольше про Неви. Well, she used to run the clinic. Да. Until she suddenly looked. This changes everything. The last time I saw her, and then she's been gone. But I really wish I could reach her because one of my patients is suffering from. He's become so irritable that the smallest thing, I just know Nevia would. Так, я поняла. Thanks. Так, мы можем поговорить про Юлию? Sure. What do you want to know? А как думаешь, ее кто-то отравил или она сама? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it. Ты знаешь, что за яд ее отравил? Hemlock, I believe. Она могла решиться на самоубийство? I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas's villa, and they are quite secretive. Ей нельзя покидать виллу Малеола, а он довольно скрытный. Gladly. Угу. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Так, я поняла. Так, все, больше здесь ничего нету, да? Медицинские инструменты. Стеллаж с травами. May Apollo keep you safe. Хорошо, значит, попытаться убедить Деция отдать сок Сильфия за закрытыми дверями. Найти способ попасть во дворец. Парадный вход закрыт, должен быть другой способ попасть внутрь. Насколько я знаю, Невия заперлась во дворце, нужно ее найти. Заноза в лапе. Найти Невию во дворце. Так. О, а вы, здрасте, кто? Я вас не видела. Ave. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way.
Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" Она, получается, следит за выборами. Так. The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity, rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Как же она много говорила и, в принципе, ни о чем. Хорошо, как тебе сюда занесло? You know, I'm not entirely sure. What about you? How did you end up here? Девушка по имени Карен вытащила меня из реки и отправилась сюда. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you? Имя, конечно, старое, но на моей родине порой встречается. Older. I see. I wonder if... No. Так. I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Ну, совпадение, все проснулись после того, как упали в реку. Все падали в реку и потом приходили в себя уже на берегу. Good. Thank you. But please be careful. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. А что произошло с Ливией? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help. But she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Что за игра? Forgotten City. Я так понимаю, что это что-то типа квеста. Возможно, я уже знаю. Нет, ну примерно совпадение я понимаю. You have? Then what is it? Просить местных рассказать о себе. Ну практически все упоминали реку. Yes, I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? Пока больше в глаза ничего не бросилось. There are definitely some common threads there. But I think we'll need at least a few to ensure we're not just seeing coincidences. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Еще квестов дают квестов. Хорошо, подожди. Let's do it your way. You just keep being yourself. Так, подожди, как тебя сюда занесло? Чем занимается жрица Весты? You really don't know? You are from far away, aren't you? Well, I am one of the priestesses, charged with keeping the sacred flame in Rome's shrine of Vesta burning. I take it you know who Vesta is?
А, кто такая... Ну, конечно, я знаю, кто такая Веста. Уж я-то знаю. Excellent. А, чем ты занимаешься? Put simply, I tend to the temples, ensure their sanctity is preserved. Ухаживаю за храмами, слежу, чтобы никто не нарушил их святость. А... Зачем? Why? So that we continue to honor our gods, invite their blessings, and not bring their wrath down upon us, of course. It's vital that we keep them appeased and remain in their good graces. Угу. Так, ты не знаешь, как отсюда выбраться? I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. Ты не знаешь, что такая Веста? Ты издалека сама думает, гремучий варвар, как вы задолбали уже. Вообще приходит, да задают дурацкие вопросы. I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us. I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Саргалыч, мы хотим послушать Овидия метаморфоз. Конечно, почему бы и нет? Время есть. Wonderful. It goes like this. Baucis and Philemon were an old married couple living a humble life in a small town. One night, the town gets a visit from a couple of vagrants. They go from door to door, asking for a place to stay the night. Of course, being vagrants, they're turned away sharply from house after house, 1,000 in all. Until finally they come to the little cottage where Baucis and Philemon lived. Now the kind old couple had very little to offer, but nevertheless, they invite these strangers into their house and offer them food, wine, and a place to stay. Immediately the guests make themselves at home. They begin gulping down the old couple's wine, so much so that Baucis, the old lady, begins to worry they're going to run out. And then she notices something strange. Her wine pitcher keeps refilling itself, as if by magic. Realizing only a select few possess such powers, says to her husband, Philemon, I think these men are gods in disguise. Immediately the couple begins apologizing for offering such coarse wine, and the vagrants metamorphosize and reveal themselves to be Jupiter, the king of the gods, and Mercury, the trickster god. They confide they didn't mind the meager offerings. They were just pleased that someone in the town offered them hospitality. Then Jupiter says to them, you have passed our test, but everyone else in this city failed, so we are going to destroy this place and everyone in it, except you, who we will grant a wish. So old Baucis and Philemon escape up into the mountains safely, and they receive their wish, which is for eternity together. Meanwhile, Jupiter carries through with his threat and wipes that city off the map. Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. Возможно, мораль в том, что боги в любой момент могут убить тебя за проваленную проверку, правила которой не потрудились сообщить. A cynic philosopher might take that view, but it's not entirely invalid, I suppose. Так, хорошо. Как продвигаются выборы? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? Кто может голосовать? All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. Я могу проголосовать? Well, you're not a citizen yet, so no, I'm afraid not. But if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election.
Ага, например? By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Угу. Так, чем ты занимаешься на выборах? I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. Так, мы можем провести выборы As сейчас. I said, I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Ладно, пока не важно. As you wish. Поговорим о чем-то еще. Так, мне же сначала... Did you notice anything? A pattern? Ага, пока больше ничего не бросалось. There are definitely some common threads there. Keep asking people. Livia's fate weighs heavily on my mind. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Citizens, it is time. Какое время пришло? В смысле? В смысле? Я же говорила, что... Минутку! Я тут только бегаю, понимаешь, совсем еще. Уже прошло время? А куда? Это интересно, ничего не успела, уже пошли выборы. Это, конечно, замечательно, но погодите. Выборы... Ну ладно, хорошо, выборы начинаются. Ладно, допустим. Может быть, нас будет каждый раз портовать, пока мы не разберемся с тем, что происходит. Опа. Записка от Дули, в которой он заявляет своей невиновности. I didn't do it. Подожди. Что это интересно? Что он не делал? Так, хорошо, погоди. Куда все собрались? Погодите, время нет. Время, в смысле время на это... Я не успела еще ничего понять вообще, что происходит. У вас слишком как-то быстро время летит. А что это такое? To elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Может, так и должно быть? Georgius. Malleolus. Dacius. Malleolus. Galerius. I abstain. I'm just here to observe. Virgil. Malleolus. Rufius. Malleolus. And finally, Domitius. Malleolus. Who else? Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Hail, Magistrate Malleolus. I said, hail, Magistrate Malleolus. That's more like it. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve.
No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate, I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now for your entertainment. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies! It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in Может быть, так и должно быть? They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. The many shall suffer for the sins of the one. Куда? Так, секунду, да. Ну, видимо, так и предполагается, что так и должно быть. Так, секунду, господа. Не надо. Спокойно. Нет, так. Блин, куда здесь бежать? Не видно? Ага. Так, вот получается, это нам показало. Вот оно, золотое правило, сработало. Чё это у меня тут за значок? Это мне так каждый день нужно будет бегать, пока я не это. Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? Действительно, я Антоний, мы уже с тобой разговаривали. I don't think so. I've never seen you before in my life. А тебя зовут Галерий, и сейчас ты предложишь мне встретиться с Синтием, чтобы он рассказал мне о золотом правиле. Oh, Bacchus, how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Ага. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Вот теперь у нас появилась рукоятка для канатной дороги. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Угу. All right, see you around. Так, допустим. Погоди. Понять, кто с наибольшей вероятностью нарушит золотое... Ну, золотое правило нарушилось, когда Малиол сказал, что давайте убивайте его.
Если Малиол победит на выборах, он приговорит Сентия к смерти за измену. Да. И с этого все понеслось. Don't you just love springtime? Так, ладно, давай пока вернемся. Я не помню, кажется, сюда, да? Я попробую. Да, вы помогли, да, минуточку. Fear is proof of a degenerate mind. Так, а Горация что-то What is it, появилась? Нет, у Горация ничего нового не Alright. появилось. Ну, допустим. Так, где ваш магистрат? О, а с ней можно поговорить? Ну-ка. This place has become a... Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? You know, some people say it's the creation of an all-seeing god who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent god would let my sister go missing on his or her watch? Ну, хорошо, справедливый вопрос. Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. Ну что ж, по крайней мере, мы знаем, что богохульство не нарушает золотое правило. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. Это точно не сказка. Oh, and I suppose I'll just have to take the word of a know-nothing barbarian who just arrived, will I? Так, ладно, Ugh, what is it with you people? Well, that's... I don't know. So you'll help me... Так, поможешь найти... Да, хорошо. Thank you. You should probably take a look through her room. It's the one just by the front door. Maybe you'll find something the rest of us missed. В ее комнате было письмо, где она упоминала свой план побега. What? Really? I swear, I searched her room top to bottom and never saw that. I wonder how I could have missed it. Strange, but well done, I suppose. But it's odd. It was only a few months ago that Centilla's friend Yulia let slip she was planning an escape of her own. And yet, Yulia's still here. You should go and speak with her. Find out if she knows anything. She lives in the villa next door. Так, еще больше квестов. Хорошо. Ну-ка, золотое правило пока что. Так, товарищ магистрат. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Да. We have? Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed, and you had to start over. Is that about right? If so, what happened? Правило было... В смысле правило было нарушено из-за меня? You broke it. Why in Pluto's name would you do that?
Просто из любопытства. В смысле? Нет! You just wanted... What is wrong with you? Do you fancy yourself as mortar, holding the threads of our fate in your hands? Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered, and do better next time. Now, I assume you sought me out again for a reason? Подожди. Мы можем поговорить о том, кто нарушил... Мы же знаем, кто нарушил золотое правило. Для тех, кто пропустил, что за золотое правило? Короче говоря, в этом городе нельзя совершать преступлений. Если кто-то совершает преступление, то приговаривается к смерти вся община. Оживают золотые статуи и начинают всех превращать тоже в золотые статуи. Поэтому вот надо найти способ, как типа разорвать эту временную петлю, чтобы не превращало в золотые статуи. Yes. Так, ну это Малиол. Из-за него все происходит. Why do you say that? Он собирается обвинить тебя в измене и приговорить к смерти, когда выиграет выборы. What? That's... I'm speechless. How do you know? Of course, this isn't your first loop, is it? Well then, you must stop him from winning the election. I expect you'll need some kind of leverage on him, but I can't be seen to be involved in this, of course, so you'll be on your own. You'd better not waste any time, and may Swada, goddess of persuasion, go with you. Угу. Good, thank you. Так, хорошо. И что у нас произошло? У меня тут на самом деле дофига других квестов. Попытаться убедить Детси отдать сок Сильфия. Выяснить, как заставить Малиола не участвовать в выборах. Найти способ попасть во дворец за закрытыми дверями. Я бы сейчас, пожалуй... Погоди, а может ты мне еще расскажешь? You've returned. Do you have any news about your investigation? Ask then. Do you ever stare at what's new? Good. Now, thank you. Ну, допустим, погоди. Выяснить, что случилось с Сентиллой, спросить у Юлию о плане побега с Сентиллы. Так, подожди, за закрытыми дверьми. Тут как-то время, конечно, нещадно оно летит. Hey, Horatius. How's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? If you're trying to goad me into an argument, it won't work. I'm stoic. Так, это они тут If the old ругаются. man couldn't even keep his own daughter safe, how can anyone trust him to keep us safe, eh? Why do I get the feeling you lot had something to do with Centilla's disappearance? That's it. Blame everyone but yourself. If I find out you did something to that poor sweet girl, not even the Golden Rule is gonna protect you. Got it? Ha! As if I'll be afraid of you, little man. Так, можно с вами поговорить? Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. The name's Domitius. You want to get to Malleolus, you go through me. Угу. Да, мне бы хотелось познакомиться с Малиолом. Too bad. He's busy. Unless... No. You don't look like you could afford it. I'm glad you asked. See, he's a busy man, and this is an important day. He'll be inside practicing his victory speech for tonight.
Left me strict instructions he doesn't want to be disturbed. So if you want to see him, I'll need something valuable in return. Угу. Угу. 10 динариев. А разве требование взятки не является грехом? Bribe? That's such an ugly word. What I'm looking for is more of a tribute to me, your soon-to-be patron. Угу. 10 динариев. Хорошо, что тебе нужно. Just make it good. Ну, динарии мы, кстати, нашли. Так. Her name's Domitius. You want to get to Malia? Почему на тебе одежда гладиатора? Why? Because I am a gladiator. That's why. Угу. Хорошо, но ты не рядом с ареной. You want to see me fight? Keep running your mouth, fatuous cunners. Ясно, понятно, без вопросов. When Malleolus wins the election, yeah, this place will change. You won't even want to leave. You'll see. Привет, фрики. Что за игра? Forgotten City. Так сказать, для тех, кому нравится Древний Рим, пожалуй, рекомендую. Любопытная игра. I think it's gone on long enough, and Malleolus is going to put an end to it once he's elected. He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. We've already lined up the votes he needs to win. Just stay out of our way, and we won't have a problem. Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? Так, мне нужно поговорить с Юлей. She's not here. А где она? Had to carry her to Lucretia's clinic this morning. Shrine of Apollo. She was acting sick. Faking it, if you ask me. Typical. Ага. Лайфхак разработчик 101. Если персонаж в шлеме, анимировать лицо не нужно. Ну, он пока что единственный, кто одет в шлем. Whatever. Just remember, I'll be watching. Так, подожди, а что мне говорили поговорить с Юлей? Так, ладно, за закрытыми дверями. Где это? Так, с тобой я говорила. Да? A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Так, See you again хорошо. soon, I hope. Кто-то еще новенький. Так, ну-ка, секунду. Руфий. Name's Rufius. Better watch your step. Ага. Can't talk long. Got to stay sharp, but family's from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions. The 6th. The one they call Ironclads. Same way as everyone else. Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. А ты не разговорчивый. If you were dealing with what I am, you wouldn't be either.
страдаешь от ревматизма. Nobody is supposed to know about that. Did Lucretia tell you? А мне удалось разобраться самостоятельно. Look, I haven't been at my best lately. All my joints ache constantly, and the pain. It has a way of messing with your head. I get stirred up by things that shouldn't bother me, and then there's the statues, and my doubts about my faith. And I just want to scream. You want to help me? Do what Lucretia hasn't been able to do, and find me something to make the pain go away. Until then, get out of my face. Ну, погоди, ну давай поговорим-то еще. You again. Ну мы с тобой не закончили говорить. Got to stay sharp, but Так, хорошо, это мы поговорили. А ты не знаешь, как отсюда выбраться? If I did, do you think we'd be having this conversation? Логично. Что ты думаешь о золотом правиле? I'll tell you this much. I hate the fact that my survival depends on the common sense of other people. Я тебя понимаю, мне довелось жить в период пандемии. Then you know what I'm talking about. I mean, all these people just bumble along like nothing's wrong. Well, we're one bad decision away from being wiped out. Like the last lot of people who lived here. Seems like I'm the only one ready for what's coming. Whatever that is. And when it hits, it's everyone for themselves. You've been warned. I don't know. But did you ever get the feeling some of these statues are watching us when we're not looking? Like they're waiting for something. I don't like it. Of course I am. Meliodas. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? Так, я могу тебя переубедить? No. Понятно. Whatever. Так, погоди, храм Аполлона, говорите? А здесь она жива? Опачки! What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Silphium, but that Culus cubulatus Decius won't give it to me. It's too late. She just slipped away. No, now it's fine. I can't afford to wallow here. And I need the distraction. What's on your mind? То есть она была жива, а сейчас она умерла. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Угу. Так, любопытно. Какие любопытные временные петли, мать твою. Попробуйте направить. Куда ты меня направляешь? Так. Ёпарасоте, тут местные исследования. Это как это? Бегаешь, не знаешь, с кем это. Спросить Юлию о плане побега. То есть надо успеть раздобыть до того, как она умрет.
Знание археолога, совершивший грех, погубит всех. Просто как-то не хочется это пропустить. Так, подожди, с Горацием мы говорили. Keeping an eye on things, Horatius? As always, priestess. Any news about Centilla, Navia, or Kabash? No sign of any of them, I'm afraid. But we do have a newcomer. Strangely dressed fella. Funny accent, too. A traveller from a faraway land, then? Seems that way. Then let's make sure he feels welcome, shall we? Of course, priestess. Так, допустим, туда мы бегали, там, по-моему, тоже было все закрыто. Так, погоди, с тобой я говорила. Найди лук. Прямой как стрела, раздобыть лук. Записка от Неви. Я запираюсь, не пытайтесь идти за мной, ничего хорошего из этого не выйдет. Неви. В смысле найди лук? Стрела с оперением. Так, хорошо, стрела с оперением. Кажется, этого раньше здесь не было. Привет, Рабани. Как? Блин, мне трудно объяснить, что это за игра. Это Forgotten City. Игра называется Forgotten City. Так, хорошо, подожди. Значит, сундук мы нашли. Лук убийцы. Записка от Неви. Ну да, это не совсем РПГшка, это скорее как квест. Это больше нечто квестовое. Вроде. Ну, любопытно, любопытно. То есть бегать, исследовать. О, динарии. Так, хорошо. Деньги, это хорошо. Что они все золотые. Тут такая фишка. Тут получается некая община, которая живет в таком утопическом обществе, где нельзя нарушать правила. Привет, Лимберджек. Если кто-то нарушит правила, то всех переубивает, превратив в золотые статуи. То есть здесь уже живут люди, но вот есть золотые статуи, показывают, что как бы уже, видимо, были здесь до этого люди, другая община. Которые умудрились погибнуть. А еще тут, блин, я бегаю, как курица без головы, и опять пытаюсь понять вообще, где что делать. Хорошо, давай попробуем сначала найти лук. Раздобыть лук, допустим. Тут, блин, со всеми еще надо говорить. Так, сюда. Ну окей, допустим. Веди меня, игра. Ты же меня, надеюсь, туда ведешь? Ага. Так, здесь что-то есть. Давай осмотримся. Здесь ничего.
Тут сложно объяснить игру. Тут она, да, скорее как квест, как некая адвенчура. Тут нужно бегать и исследовать. Здесь экшона, каких-то драк, этого нет. Здесь нужно бегать, задавать вопросы, вести расследование. О, общественный туалет. Общественный туалет. Наверняка пользование этими дырами сопровождалось использованием губок на палках. Великолепно. О, губка с палкой. Маленькая палочка с прикрепленной губкой. Должно быть, римляне использовали ее вместо туалетной бумаги. Похоже, она предназначена для общего пользования. Лучше поскорее положить ее на место. Понятно. Во, кого-то тут застало, понимаете, до туалете. А что, нормально так? Пришел в общественный туалет, посидел, обсудил последние новости, поговорил. Здесь Теофил устроил оргию с 4 девушками и в равной мере разочаровал их всех. Да, вульгарная латынь. Вот примерно такое можно было встретить в Древнем Риме. Устроил оргию с 4 девушками и всех девушек разочаровал. Нормально, бывает. Как говорится, ну, с кем не бывает. Так, что здесь у вас интересного? Наковальня. Меха. Лопата. Сундук Вергилия. Ау! Записка с обвинением. Подожди, а как можно... Видимо, никак. Главное, что сам доволен остался. Ну, дай бог, чтобы он остался доволен. Вот. Записка, намекающая на то, что Вергилий грешник. Вергилий, я знаю, кто ты и чего ты хочешь. Сверни с этого пути, пока мы все не пострадали за твои грехи. Вергилий, неужели ты хочешь быть ответственным за грех, который уничтожит всех нас? Я смотрю, бедного мужика просто закидали обвинениями. Грешник. Вергилий. Ah, a new face. Salve, and welcome to our little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. You arrived on a sad day, friend. What with Julia's death? I wish we could have met under better circumstances. Подожди, ты случаем не француз, который тебя сюда вообще занесло-то как, а? Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people, that kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place? Да не, давай мне все расскажи. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Что это значит? I'm not sure. It could mean that the Romans, who first started building here, were just copying Greek architecture, which they do all the time. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine?
If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they tell. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas. And the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm. Так, если по акведукам в город попадает вода, можно ли использовать их для побега? Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Выяснить, как попасть в верхнюю цистерну. О, боже. Хорошо. Расскажи о храме на обрыве. You mean the great temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Так, опять намеки. Попади туда, попади сюда. Хорошо. Ага. You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'd tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the Golden Rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Novio Magus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Так, а что думаешь о золотом правиле? Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me, like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Good. Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And it seems leaving may not be an option. Как лишить бога силы? Good question. It's best if I say no more, but I hope you give it some thought. Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Так, понятно. Я заметил надпись, с чего кому-то считать тебя грешником. Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company.
Ну... Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagos, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least, I thought that was the case. It seems I was wrong. Ну, так-то римляне, насколько я знаю, к этому делу-то были не особо терпимы. Ну, типа того, что это не поощрялось и не одобрялось. It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Так, у вас тут есть сектанты? Strange bunch. They insist there's only one А, God, христиане, and that простите. he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Mm-hmm. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Так, хорошо. Тайный поклонник Вергилия. Nice to talk to you. Так, хорошо, здесь мы побывали, здесь поговорили. Greetings and salutations. Здрасте, здрасте, Георгий, говорите. Что тут у вас? Что тут у вас можно... This part of my shop is off limits, even for you, my sartorial friend. Ну, что ты начинаешь? Ну, дай хоть осмотреться. Так, Дё, похоже, торгует краски для одежды. Окей, сейчас мы запомним. Хорошо, тут у нас тусит Георгий. А здесь у нас был храм Аполлона. Так, здесь у вас что за храм? Так, ясно, понятно, дверь заперта. Ну, куда-то туда. Хорошо, давай поговорим с Георгием. Greeting. Гритинг. Нужно как-то попасть в верхнюю цистерну. Вергилий получает записки с угрозами. Нужно это прекратить, пока дело не дошло до насилия. Так. Нужно повернуть время вспять. Это мы сделали. Давай. Greetings. I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I.
And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? Да. Моего народа пока не существует. Is this a riddle, or perhaps you mean to say you feel like you are ahead of your time? I feel the same way. Another reason for us to stick together. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? Так, ну, давай как по порядку расскажи о My себе. story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule, and so few customers, why bother setting shop at all? I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Так. Ну, давай, соглашусь. Oh, and there is another reason too. If we all end up as golden statues for future generations to marvel at, I don't know about you, but I would like to look my best. Хорошо, как ты здесь оказался? A good question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. Ну, расскажи, что помнишь. I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares, and drowning in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Привет, Твинсон. Что у них с мимикой? Ну, такая мимика. Игру делали буквально 4 энтузиаста, поэтому, господа, ну, требовать тут это... Тут, извините, у Юбисофтов-то иногда там такое вылезает, что смотришь на это, господи, а вроде большая компания. Тут игру вообще 4 энтузиаста делали. А выходит, ты плыл по Тибру. Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Вот, рассказать о Квите, что люди упоминали незнакомца. Anything you like. Так, хорошо, давай дальше. Not so loud. What are you playing at? Have you not been told about the last attempt? О предыдущей попытке? Oh, then I suppose this duty falls to me. It is a long story. Ну давай, рассказывай. Aha, you are witty. I like that. Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question, for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out.
They have. I am getting to that. There was an attempt made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice shake the entire city, and that, tragically, is where their tale ends. So it seems that to merely attempt escape is to invite the wrath of whichever god oversees this place. And so I say, it is best to not even discuss it aloud. Хорошо. Попытались сбежать уже. Так, ладно, что думаешь о золотом правиле? Ah, yes. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how our gods operate. Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing grew. The grain turned to empty husks and the rivers dried up. Innocent people died by the tens of thousands until at last the other gods were forced to act, lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. This has always been the case. The golden rule has merely brought it into focus. Возможно, уже смотрели на все, что... Нет, еще не смотрели, Твинтин. Может быть, в будущем как раз посмотрим эти сериалы, которые ты перечислил. Сейчас у нас пока из ближайшего это «Затерянный мир» плюс «Дом драконов» через 12 дней выходит. То есть уже даже меньше 2 недель. Плюс в сентябре там еще «Властелин колец» от Amazon, поэтому... А там в дальнейшем, да, наверное, посмотрим потихоньку. If we are to survive, I say we must each keep the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, avoid doing what you would blame others for doing. Избегайте совершать поступки, за которые вы порицали бы других. Хорошая фраза. Какой Георгий зажатый малый. Ну, они тут все немножечко зажатые, но я их не виню. It does, doesn't it? But it is not enough for us to do this alone. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. Ah, the voice of experience. I am sorry for your loss, my friend. But on a lighter note, I will say one thing for the Golden Rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing. Do they not? По-моему, он тунику не по размеру надел. Нормально. На мускулистом греке это будет нормально выглядеть. Так, за кого будешь голосовать? That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Ага. Nothing comes to my mind, my friend. Так, не знаешь, кто угрожает Вергилию? This is troubling, is it not? I'm afraid I have no idea. It is ridiculous, though. Virgil is a fine man. But my young friend Fabia confided in me that she saw someone leaving graffiti on his shop front last night. Perhaps you should ask her about it. I hope that our paths cross again soon, my friend. Окей. Так, погоди, ща я соображу. Тут бегать и еще раз 20 раз бегать. Так, тут мы оббегали, там мы пока не пошли. Тут у нас что? Вон видит через глаза. Класс, шикарно видит через глаза. Так, подожди, а здесь, наверное, вилла Маллеола? Да, здесь, наверное, вилла Маллеола. Здесь дом Юлии, мы в нем бегали. Адвокат Вергилия, Данте тебе не хватает.
Так, мужик, с тобой мы... Руфи, да, с Руфием мы говорили. Так, сейчас здесь были, здесь. Да, здесь мы оббегали, точно помню. Здесь, помню, ничего не было. Так, здесь заперлась эта тетка в этом храме. Да, записка от Неви. Вот мне не нравится, что мне нужно лук найти. Меня это несколько беспокоит. Хорошо, там ничего. Кажись, мы сюда еще не бегали. Давай-ка сюда быстро сбегаем. Так, статуи. Что здесь у вас есть? Так, любопытно. Придумать изобретательный способ попасть в верхнюю цистерну. Ага. Так, это я здесь смогу прокатиться. Здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего. Так, а это куда ведет? Раз это тут беготню, мое почтение. К тому же скоро уже, наверное, сейчас это будет. Очередная временная петля. Я более чем уверена. Пока я тут ношусь, просто все исследую. В неспешном темпе. Так, это великий храм, про который рассказывали. Так, хорошо, секунду, дайте осмотреться. Ничего тут нет. Некий таинственный великий храм. Угу. Здесь... Оп! Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Все в порядке? Another stoic, perhaps. We all need something to help us through times like these. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Ну, давай... Опа, ты христианка. Так, расскажи о себе. Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too. Ну да, действительно. То, чтобы часами пахать на благо общества, тоже есть свои плюсы. Ну да. Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place.
Рассказать Эквити, что люди упоминали провалы в памяти. Как думаешь, Рим все испортил? Сгорел как спичка, все перемазав Саши. Интересно, как бы все сейчас греки развились. Давай, Саргалыч, до вечера, до вечера. Да... Я думаю, у греков не было особого шанса. Греки, в отличие от Рима, у них же постоянно была междоусобица. Греки рано или поздно... Проблема греков была, да, у них была замечательная культура, все остальное, но проблема в том, что они постоянно между собой грызлись. У них не было объединяющего фактора. Вот у них только, так сказать, товарищ Александр, и то он, по сути, являлся македонцем, их там на время какое-то объединило, и что-то как-то вышло. А так между собой греки постоянно грызлись, поэтому в этом плане... Я не думаю, Рим как раз-то дал дальше развитие эллинистической культуры, поэтому если бы не Рим, то хрен бы его знает, как бы оно дальше бы все было. Это вопрос открытый, но греки, в отличие от римлян, они были все очень обособленные, постоянно между собой грызлись. Там не было объединяющего фактора, чтобы это все дальше как-то развивалось и шло. Там все были как-то сами по себе. Япония и Китай тоже постоянно грызлись. Ты имеешь в виду между собой? Ну, я не настолько хорошо знаю историю Японии и Китая, но зная Китай и вот эту вот маленькую островную внутри, Китай, ну, Китай как? У него, конечно, были постоянно какие-то свои междоусобицы, но... У них, в общем-то, период только был раздробленных царств, а потом, когда уже, собственно, они внутри у себя там все пообъединяли, ну, у них было достаточно большие мирные периоды, когда страной правили по нескольку десятков лет одни династии, поэтому... Китай-то, по-своему, великая цивилизация, у них-то тоже было объединяющее начало, и они прекрасно объединились и благополучно там развивались. Вот у греков этого не было, это да. То есть их на время объединил Александр, а так, в принципе, полисы полностью были разобщенные. Поэтому на фоне того же Китая, который в свое время, да, у них там был период раздробленных царств, они потом благополучно объединились. Может быть, греки не успели, это отдельный вопрос. Это как из истории альтернативной. Кабы, да если бы, как бы, имеем то, что имеем. Поэтому... Греки не успели, и это их проблема. Сначала пришел Александр, а вообще потом пришли римляне. Поэтому то, что греки не успели, это, собственно, их проблема. Надо было успеть, надо было быть быстрее. Ну, нет. Объединили их сначала Александра, потом уже греки, потом уже римляне. Так что сами себе злобные буратино. Oh, that's all right. I'm sure it's all part of God's plan for me. Бога? Богов ты имеешь в виду? Oh, yes, of course. A slip of the tongue. Но она христианка, она оговорилась. Ну, это лично мое мнение дилетанта, поэтому я ничего здесь не могу сказать. Я же не историк с профессиональным образованием. То, что я какие-то там знания знаю по истории, но это лично мое мнение, поэтому... If you like. Так, ты не знаешь, как отсюда выбраться? I'm afraid not. Although, I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way out. I don't put a lot of stock in such rumors, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods decide our fate. Постоянно у нее постоянная оговорка по Фрейду. I hope it works out. The many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbours as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin.
And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Мы все... Да, я считаю, нет. Я считаю, что... Ну, это как это христианское мнение, что, типа, мы все рождаемся грешниками. Я хрен знает. Я категорически с этим постулатом христианства не согласна, поэтому... Это лично моя точка зрения. You don't think that's a little naive? I suppose you've never seen what I've seen. Innocent men and women, torn apart in arenas while thousands of Romans look on and cheer. Ну, знаете, как это? Типа, а рождаемся ли мы все грешниками? Типа, да нет, ну, блин, младенец, как его можно назвать грешником или нет? Ну, такая, ну, ты не видел, как людей разрывали на арене, там, тысячи римлян. Какое это имеет отношение к тому, что мы все рождаемся грешниками или нет? Ну да, по сути, да. Дальше все воспитание. I wish I shared your faith. Так, ты христианка? Please keep that to yourself. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Да, я сохраню твой секрет, успокойся. Oh, thank you. You have no idea how much I appreciate that. Так, все, больше пока вопросов здесь к ней нет. Well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Да, конечно, сейчас это... Ты действительно считаешь, что его самоубийство нарушит золотое правило? I don't know, but it's a crime for slaves to take their own lives. And a debt bondsman isn't far off. Ладно, я с ним поговорю. And please, choose your words carefully. О боже, ну давай поговорим, мужик. Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. Я просто собираюсь спросить тебя, что стрессло. Оля! I screwed up my life. That's what's wrong. I borrowed money, and when I couldn't pay it back, I wound up in debt bondage. I'll be stuck slaving away for that Culus Cumulatis Malleolus for the rest of my life. I am out. Wherever you are, Scintilla, my love, I'm sorry. Ulpius, no! Не. Так. I can't believe he went through with it. Oh Lord. That poor lamb. Так, его самоубийство не нарушило золотое правило. Как это понимать? Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for it. It isn't mine. That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted moments after you arrived. I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius.
Сколько же здесь всего! Что, в смысле прыгай? Мне кажется, ли там вода? Нет, прыгать я не хочу. Что за жанр? Блин. Это сложно сказать, но это, скорее всего, что-то типа исследования, типа квеста. Привет, Флот. Прыжок веры, да? Прыжок веры. Говно вопрос. Хотите прыжок веры? Ща будет прыжок веры. Да, временная петля с исследованием мира и квестами. Вот скорее вот... А можно... Так. Кажется, кто-то убрал отсюда скрижаль. Мне нужно найти ее, чтобы расшифровать значение надписей на обелиске. Тут Рим. Вообще, как говорят, эта игра выросла просто из мода к Скайриму. То есть это что-то, по сути, как Эндерал. Прощай, жестокий мир! Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Так, а что тут еще есть? Это я пролезла к Малиолу. Это был квест к Малиолу пролезть. Так, подожди, к Малиолу пока рано, подожди. Да, хоть тут осмотримся. Кто-то там рыдает. Так, здесь чернильница, ничего нет. Здесь ничего не валяется. Так, здесь у вас кухня. Чаш с едой. Здесь записка от Юлии. Предсмертная записка, вероятно, предназначающаяся Малиолу. А от Юлии к ее пленителям Малиолу и Клавдии да поглотит вас проклятие. Когда вы это прочтете, я уже буду мертва, ведь смерть предпочтительнее, чем еще один день в долговой кабале у вас. Пусть стервятники вечно клюют вашу печень. Ага. Так, понятно. Юлия была в кабале у них. Записка Ульпи. А Ульпи горюет по своей пропавшей возлюбленной. От Ульпия к пропавшей возлюбленной да хранит тебя Бог. Знай, я держался столько, сколько мог, но без тебя моя жизнь бессмысленна. Надеюсь лишь на то, что мы встретимся вновь в Эдеме. Угу. Чаша с едой. Так, а здесь мы были, да?
Ульпий хочет наложить на себя руки, он нужен мне живым, если я хочу узнать, что ему известно. Выяснить, как предотвратить самоубийство Ульпия, спросить Ульпия, как бы Сентилла отнеслась к его самоубийству. Ага. Угу. Так, ну давай, предположим. Здрасте. Сейчас, секунду. Нет. Did you just leap into my villa from the balcony 100 feet above? That was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? Давай поговорим. You mean the children's fable exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants? Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? А почему ты уверен, что его не существует? The person making a claim bears the onus of proving that claim. Can you do that? Can you prove the Golden Rule is real? Пока доказать не могу. Nonsense. There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. Чем доказать тебе, что оно существует? Книгами, заметками? Surely you're not one of those people who believes everything you read, as if a lie could be transformed into the truth by the simple act of writing it down. Я проживаю один и тот же день раз за разом, золотое правило нарушают каждый раз. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable soul taken in by Sentius's machinations. He won't get away with this much longer. Даже если у меня нет доказательств, если я говорю правду, принятие предотвратит катастрофу. Если я ошибаюсь, принятие сделает город лучше. Разве это не хорошо? I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people, and that means giving them the freedom to do as they wish. Понятно. Никакие мои слова тебя не переубедят. True, but that is simply because you are mistaken. Корону подхватил. Да хрен его знает, я не знаю. Есть подозрение, что, скорее всего, это была да. Мазок вроде отрицательный, но... Судя по тому, как я болела... А это точь-в-точь, как я болела в прошлом году с подтвержденной короной. Прям вообще точь-в-точь. Но, нельзя говорить, что это прям 100% корона, как бы, но... Будет еще? Да будет, конечно. У меня же какое-то поднастроение. Конечно, будет еще затерянный мир. Ну и ж дай бог, там только даже первый сезон еще не досмотрели. Так. I'm afraid not. We're stuck down here together, for better or worse. We're all going to have to make the best of it. I'm Malleolus, and if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. By declaring there's no such thing as the Golden Rule, it's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Не, это эти, камильфо. Ну, я не знаю, вот, наверное, не видно, плохо видно, но, короче, это камильфошки. Обычные камильфошки, нет, не с ликером. Так. Я думаю, что, конечно, после моего заявления, чтобы он снялся с выборов, он меня, конечно, пошлет далеко и надолго, но почему бы нет? Камильфо? По очень такие уже старые конфеты часто встречаются. Привет, Энди. Тут катастрофа. Ты переболел короной, и у тебя пропал вкус и запах? Ну,
У меня коллега болел, у него где-то до полугода все восстанавливалось. Впервые слышу вообще, видимо, до меня не доезжает. Ну, погугли, неплохие конфеты. Но дороговатые, конечно. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Блефовать, я думаю, бессмысленно. Don't talk nonsense. There's no such thing as the golden rule. Ты арестуешь Сентия за измену и приговоришь его к смерти через гладиаторский поединок. How could you possibly know that? Я... Так! Я знаю все твои секреты. Nonsense! This is nonsense! I don't know how you know about my plans, but I'm absolutely sure Sentius is involved somehow. And now, I'm going to enjoy watching Domitius kill him even more. Now, get out of here! You outstayed your very limited welcome. Ясно, понятно. Не, ну мужчина, ну подождите, мы не закончили. Get out of my villa before I have Domitius throw you out. Ж противный, а? Надо будет искать способ, как снять его с выборов. Ну, понятно, что это было бы слишком просто. Прийти такой, да, я знаю будущее. Он такой, да, конечно, верю тебе. А вопрос, а как мне выйти-то с его виллы? Там же дверь вроде была закрыта. Вылези. Правило золотое. Да, правило золотое нарушается. А, не, подожди, она заперта. Выпусти меня со своей виллы. Get out of my villa before I have Domitius. Я с радостью выйду с вашей виллы, только выпустите меня отсюда. Отсюда как-то можно выйти? Я подозреваю, что... Нет. Привет, спокойный. Как игра, любопытно, а что тут за труп? А это парень, который покончил с самоубийством. Там же этот, на вершине стоял Ульпий, который сиганул, поэтому это... Не-не-не-не-не. Как выйти с этой виллы? Сидеть и ждать, пока меня выпустят? Выпустить меня с этой виллы, господа! Ёпрасоте! Ты выход-то здесь какой? Я, конечно, слепой, в глаза долблюсь. Может, отсюда как-то вылезти просто тупо? Ну давай, ну можно ж перелезть, да? Ну давай, хомяк. Не, невидимая стена. А я не знаю, кто на втором этаже рыдал. Дверь там была закрыта, мы не могли пройти. Так, подожди. А, не, она не здесь соединяет. Ага. Так, вот так. То есть вылезти... Так, хорошо, я поняла, значит, вылезти можно.
Да-да, ну вылези. Ну ладно тебе, ну вылези, ну что ты... А? Так. Окей. А это, по-моему, здесь жилище Юлии, да? Да, здесь мы бегали, здесь жила Юлия. Таня наняла игру. Ну мне же надо было выйти. What now? The name's Domitius. You want to get to Malleolus? You go through me. Так, ясно, понятно, это мы все слушали. Whatever. Окей. О! Ну-ка. Isn't the great temple majestic? Ave again. Did you find what you need? Так, мне уже случалось в поиске совпадений спрашивать людей, как они сюда попали. Interesting. I'm not sure why you're telling me, but you've come to the right person. Did you find a pattern then? What have you noticed? Во-первых, упоминали реку. Кто-то упоминал провалы в памяти. That's true. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. What else? Так, что еще? Кто-то упоминал встречу с незнакомцем на берегу реки. Yes, I also had such an encounter. What else? Все. There are definitely some common threads there. But I think we'll need at least a few to ensure we're not just seeing coincidences. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Так, хорошо, здесь мы бегали, туда мы бегали. Так, этот храм закрыт. В этом храме мы были. С ним мы разговаривали. С ним мы разговаривали. А? Help! You have to do something. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Что мне сделать? У меня нет оружия. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. You'll just have to improvise. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Может, нам не стоит там встречаться? What? We don't have time for this. I have to go. Шо, кто, куда? The shrine is collapsing. Ну, да. Fabia, no! Oh God, she's dead. Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her. Oh, Fabia, why did you have to go in there? Poor sweet girl. Что произошло? I can't believe she is dead.
Fabia, I mean. She walked into that empty shrine, and the next moment she is lying dead under a pile of rubble. The gods are cruel and unjust. She was like a daughter to me. I'm sorry, friend. It's not right for me to lay my burden upon you. Ясно. А с Фабией мне надо было поговорить по поводу Вергилия. Ёпрст. Ну тут... Опа! Украсть предмет. А что будет, если я украду предмет? Сохранить игру. The many shall suffer for the sins of the one. Это я нарушила правила. Ясно, понятно. Нормально, все это, все под контролем, все хорошо. Все хорошо, не волнуйся. Так, бежим, бежим. А, не успела. Так, продолжить с последним. Я поняла. Не, ну я же этого самого. Спокуха, сейчас пробегусь. Должна буду пробежаться. Бля-б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 ля. Бяжим, я, да, я своровала, я сдаю, но тут все равно временная петля, все ж хорошо. Товарищ магистрат, я вас прошу, пожалуйста. Давайте. Работаем. Никто ничего не видел. Идеально. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Oh, is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Да не переживай, я знаю, что делаю. All right, friend, suit yourself. Just don't do anything too reckless till you've spoken with Magistrate Sentius in his villa down there. See you around. Да, я полностью знаю, что я делаю. Абсолютно. Угу. О, кошель с монетами. Еще деньги, хорошо. А это куда ведет? Эй!
Стоять. А в смысле как? Опа! Опа! Погоди! А, блин, свалилась. Эть! Угу. Но... Так, воспользоваться я этим пока не могу. Там деньги. Это, получается, ведет к храму. Да, это ведет к храму. Там можно было как-то, подожди, предотвратить самоубийство, поговорить с ним. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Orpheus, what are you doing? Get back Так, from это there. мы все видели. That's the idea. What? Why do you think? I know, please. I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, I'll help him. If he... Удачи с этим, я пойду. Thank you. Так, разве Сентилле хотелось бы этого? You know about that? How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. А, ты все равно не поверишь, если я тебе расскажу. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Так, возможно, я смогу помочь решить твою проблему. It's too late for that. Yulia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. No. No. Time's up. I am out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Orpheus, no! Может быть, надо сначала идти спасать Can't believe you Юлию. went through with it. Oh Lord. That poor lamb. I'll have to let everyone know what happened. And they'd best... И потом его отговорить от этого дела. Нет, я не хочу прыгать, женщина, я уже прыгала. Попрыгать я уже попрыгала. Выяснить, как предотвратить самоубийство Ульпия. Значит, видимо, в следующий раз надо идти разговаривать с Юлей, и только потом уже к Ульпе. Так, а квесты ж я пока никакие не завалила. Ну да, запертая вилла, это я сделала. Так, а вот здесь вот я еще не все исследовала. Ну-ка. Окей, здесь я никак не пройду. Хорошо. Инвентарь. Это все, что я собрала. Это был подъем наверх.
А что здесь? Так, здесь ничего. А, еще деньги. О, деньги, это хорошо. Так, не представляю, куда я их не могу потратить, но ладно, это другая проблема. Так, бегаем, бегаем, исследуем, исследуем, исследуем. Пока мы вроде никого не встретили. Так. Спуск вниз. А здесь у нас что? Ага. Так, а туда чего? А, здесь прохода нет. Жрица, жрица. Что? Я понимаю, что жрица. Погоди. On your best behavior, I trust? Да, да, вообще с лучшей стороны себя показываю. Сохраниться. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called silphium, but that Culus cubulatus decius won't give it to me. What? Quick, give it here. Yulia, Yulia, you need to swallow this. Here, let me help you. Так, хорошо. Вообще, конечно, правильнее, наверное, до того, как Ульпи покончит. Ну ладно, если что, я в следующий раз еще раз Hopefully, in a moment, достанусь. she should be able to breathe normally. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? Я путешественник во времени. A what? I'm sorry, I must have misheard you. I think it's your accent, because it sounded like you said time traveler. But whatever kind of traveler you are, that was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. That's a shame. Thanks again for saving Yulia's life. Apollo smiles upon you. Так, хорошо. Вот так, это Юлия. Все, это мы сделали. Мне удалось начать день сначала, а теперь нужно отнести Лукрецию и сок Сильфия, пока Юлия не умерла. Она и не умерла, все хорошо. Так, теперь поговорим с Юлией. Oh, it's you. Sorry, I'm still a bit out of it. But thanks for trying to help me, I suppose. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. Так, что с тобой произошло? As much as I'm grateful that you tried to help me, it's just not safe for me to talk about it. Please, no more questions. Хочу понять, как тебя отравили, не нарушив золотое правило. The golden rule. That's the least of my worries. The gods may be cruel, but Malleolus and Claudia are far crueler.
Please, just leave me alone. I don't want to talk about it. Persistent as Nemesis, aren't you? I can tell you, but it's a long saga. Да, я никуда не тороплюсь. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe, and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Malleolus. And I did. Почему он согласился одолжить тебе такую сумму? I had to sign an agreement, saying I'd work off the debt over 30 years. But I figured I'd be out of here so soon it wouldn't matter. I paid Aurelia, and she gave me her so-called way out. Do you want to know what it was? Hemlock. Что такое, блин? Ну давай. It's a deadly poison made from a plant. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Of course, I demanded my money back, but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked at me with those cruel black eyes, and she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only, he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the golden rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife Claudia was just as bad. She set me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You missed a spot." Those two took everything from me. But they forgot to confiscate one thing. My hemlock. Так, ты отравила себя. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. Ну, мне очень жаль. I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met, and tried to swindle the other. I don't know how I could have been so stupid. When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if the poison had been allowed to run its course. Так, я могу помочь? I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape. At least until someone breaks the golden rule.
maybe it wouldn't be so bad. Так, а у меня есть идея получше, сколько стоит твоя свобода. A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelius set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are, or why you seem so determined to help me, but thank you. То есть мне надо будет сначала успеть к ней, а потом бежать к нему. All right, but please don't take too long. Хорошо. Our priestess Equitia once told me it's the god's way of creating a city without sin. But if that's the case, then whichever god is responsible for it didn't think it through. I mean, all it really does is make bad people better at hiding their sins, and good people too frightened to stand up for themselves. I've seen Malleolus, Claudia, and Domitius make grown men cry. Romans. They don't cry easily. They've never physically hurt anyone. But the point is, they don't have to. They've got people running scared because everyone knows Malleolus is the favorite to win today's election. Really? Then I hope fortune smiles on you, friend. Так, хорошо. If that's your idea of a joke, it's not funny. Go away. Но, погоди, но нет, не ругайся. I know what kind of person you are. Leave me alone. Какое последнее сохранение у меня? Вот стоило один... Хорошо, ладно. Мне надо еще с тобой по другим вопросам поговорить. Oh, was there some... As much as I'm... The golden... Please. Так, быстро проматываю. All right, so when she was so... I'm not proud of it, but... Yes. I was surprised he agreed to it, to be honest. I was so happy to have the money, I didn't question it. I had to sign an agreement. Да-да-да, подписала договор. It's a deadly drink. She, in fact... Of course. I went to Sentius and begged for help, but he said I thought I'd be those to my hemlock. I just want... I brought... When I've only honest... I doubt, at least... A lot. He's... if so... Может, я ей сумею помочь? I don't... All right. Our priest, так, это мы спрашивали. They've got... I doubt it. I mean, the election is today, and you've only just arrived. I just don't think there's enough time for you to do anything. I suppose we will. Так, вот этот вопрос не задаю, она на него сагрилась. Тебе что-нибудь известно об исчезновении Сентилы? No. I did hear from Ulpius that she disappeared. It's very sad. She was such a lovely young woman. But I'd been locked in Malleolus's villa for months before she went missing, so I can't help you, I'm afraid.
ничем не могу тебе помочь. Ха-ха. You mean my life story? Oh, well, I grew up as part of a big family in Rome. Me and 3 older sisters. Our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that kind of life. So he found me a job as a scribe for a prominent merchant. It was a good life for a while, until 7 months ago when the fires came. My colleagues and I worked desperately to try to protect our warehouse. We must have had 100 workers passing buckets of water, chanting prayers to Vulcan, but they fell on deaf ears. The fire was relentless and it claimed everything and everyone. Well, almost everyone. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber with the crowds. I remember diving into the river and then... the next thing I knew, I was waking up on the riverbank not far from here. Thank you. But to be honest, sometimes I think dying in that fire might have been a blessing, given what's happened since. Нет, ты не знаешь, как... Ну да. All right. Thank you again for saving my life. Так, хорошо. Значит, получается... выяснить, как предотвратить самоубийство Ульпия. Мне надо, получается, сначала спасти ее, а потом бежать к нему. May Apollo keep you safe. А ты что-нибудь скажешь? Feeling all right? That's a shame. Thanks again for saving Yulia's life. Apollo smiles upon you. Так, хорошо. С Руфием мы говорили. О, жрица. A new face. Ave and may vest. Здрасте. Interesting. I'm not sure what. Да, кто-то упоминал монету. Yes, I suppose that could be something. But then most of us do tend to carry coins on our person, don't we? What else? Ну, кто-то упоминал реку. I understand. What else? Кто-то упоминал провалы в памяти. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived here? Да, мне встретилась девушка. And did you happen to catch her name? I see. And was this Karen by any chance wearing a hood? Она была в кофте с капюшоном, откуда ты знаешь? Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Там опасно, туда только что прибыл убийца. What? How could you know that? And why are you talking to me instead of doing something about it? Please, go and stop him and come back to me once we're no longer in danger. Блин, да вы шутите. Ну, я красоте, ну... Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Help! You have to do something! A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Так, как думаешь, кто угрожает Вергилию? Are you serious? This is an emergency. Are you going to help or not?
Давай, займусь я этим. Thank you. He's still in there somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Не иди туда! Why? А, просто доверься мне. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Ля, ну ладно, погнали так, пока начнем. Римские бани. У меня нет лука. Что я сейчас там сделаю? Здрасте. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Да. Вот идите туда, да. Это мы, помню, его направили в тот храм, который обрушился. Да. Вот тот нехороший храм. Да. Filthy, lying degenerate. Ой! Как так неудачно вышло-то, а? Возможно, придется проявить смекалку, но мы проявили смекалку. Ну что, мы молодец. Так, где мой лук? Деревянный лук. Так, лук мы раздобыли. Император Нерон приказал казнить сектанта по имени Квинкций, человеку, у которого глаза разного цвета. По приказу императора Нерона всем верным сынам Рима приказано выследить и казнить поджигателя и убийцу Тиберия Квинкция Криспа, гражданина из Авентинского района Рима. На вид ему около 40-50 лет, он среднего роста, среднего телосложения, у него темные волосы, один глаз зеленый, другой голубой. Обычно он гладко выбрит, сообщник сектантов страдает манией величия. Но это мы тоже возьмем. Так, это мы тоже возьмем, и это мы тоже возьмем. Предупреждение. Осторожно, храм может обрушиться в любую секунду. Спасибо. И он, собственно, и обрушился. Так, раздобыть лук. Лук мы раздобыли. Да найду я тебя, найду. Нашли убийцу. Ну, мы тут частично. Убийцу мы уже прошли. Убийцу мы сделали. Так, чашки с мочой, как всегда, тут расставлены у нас. Так, здесь побывала. Погоди. Что тут у нас? Еще какой-то храм. Бюст. Ничего интересного. Ничего интересного. Ну, вообще, конечно, игра любопытная. Она такая. Угу.
Опа. Так. Тут побегать, поисследовать тут очень даже любопытно. Греческая статуя, вероятно, богини, которой посвящен этот храм. Может, какой-нибудь местный грек знает о ней больше. Местного грека мы знаем тут, этот товарищ, окей. Местный грек, говоришь? Ну, грек так грек, давайте к греку. Greetings and salute. Greetings. I'm Georgius. Да. My friend, your words intrigue me more and more. But yes, very well. Ask me what you will. Вот I will, расскажи о себе. Грек, местный грек, он же грек. Расскажи о себе. My story? Понятно, здесь что-то он ничего не расскажет. Ладно. А может, Вергилий что-то скажет? Он, правда, не грек, но он архитектор. Вергилий! And I hear we... Well, I'm an architect. Help out with... But you probably don't want to hear about the... Об истории, архитектура. Personally, Seren in it's and the rest. Of course. Ясно, понятно. Хорошо, давай вернемся еще раз к тому. You there? I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban, but I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Чё тебе надо, Деций? Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Расскажи, ты знаешь, как здешние обитатели превращаются в золотые статуи? Статуи оживают и осыпают людей градом из золотых стрел. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Мне кажется, басни про золотую гусыню — это предостережение. Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Are you interested or not? Ну, давай. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Ну не особо. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you-know-what. Oh, gods, no! If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade.
But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Почему ты не можешь сделать это сам? I'm more of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. Угу. Да там сзади мужик трет стену, оттирает. When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Да, если я правильно помню, Прометея ждало вечное наказание. Because he was silly enough to get caught. Понятно. Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. Угу. So, are you in, partner? Ну ладно, я в деле. Если вы не любите элементы экшена и хоррора, то можете отказаться. Нет, так, это очень интересный квест, который прям предупреждает, если вы не любите элементы экшена и хоррора. Не давай, я в деле. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow. Композитный лук, покрытый сусальным золотом. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. Блин, сколько тут всего-то интересного-то, а? Не, ну ты погоди, у нас тут это... Что вот здесь вас спрятано было? Ну-ка. Масляная лампа. Ваза. Здесь недавно кто-то проходил. Загрузка. Разваливающаяся греческая скульптура женщины. Похоже, она здесь очень давно. Греческая лира, на которой играли, ударяя по струнам плектром. Ля, где я здесь только не ползаю уже, а? Это меня ведет дорога приключений. Так, спокойно. Стрела куда-то улетела, ясно, понятно. Где я? Здрасте. Скрижаль. Греческая скрижаль, которая переводится «совершивший грех погубит всех».
Ah, a visitor. Здрасте, а вы кто? Welcome, welcome. May I ask your name? Ну? It's a sincere pleasure to meet you. Tell me, what brings you all the way down here? Я здесь случайно. Then perhaps the fates brought you here to learn the secrets of this place. I will tell you everything I know, but first, a request. I have been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. The one thing I long for above all else before I die is a good philosophical argument with somebody astute. I'm hoping that person is you. Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the golden rule? Пока что не знаю. You have much to learn. It's best if you figure it out on your own. Come back once you've made progress. Then you should speak with your contemporaries in the city above. Ask them about their stories and see if you detect a pattern of some sort. It is best if you come to this realization for yourself. You would never believe me if I told you. Ah, you've returned. I will tell you everything I know, but first, the one thing I long... Let us find... Понятно. Ну, вообще, судя по тому, как они задают вопросы, погубит всех, совершивший грех. Ванна. Так, понятно, дверь заперта. Что они говорят? Что, получается, люди приходили в себя возле реки, теряли память, и у них, у некоторых была монета. Вообще, конечно, больше похоже на Харона, если знать мифологию. Типа, Харон нас привел сюда. You've returned. Ну, это, конечно, вообще тогда отдельный разговор. Так, а это мы куда идем? Это мы возвращаемся обратно? Но Харон, насколько я знаю, хранитель мира мертвых. То есть, типа, что, мы умерли? Так, загрузка пошла. Та вылезайте! Так, нечто общее. Надо сказать, что мы решили вопрос с этим. Ну-ка, где наша жрица? Жрица, жрица. Куда жрицу дели? Руфий, где жрица? Ёпросоте, жрица потерялась. Так, а это ведет меня сюда. Ладно, подожди. А что по поводу бань? Она вроде в бане звала. Привет, привет, да, ну, расследование как? Ну, проходит потихоньку, что-то мы уже сделали, какие-то квесты.
Так, опять загрузка. Так, это мы пришли куда? Это мы пришли в римские термы. Здесь что-то есть вообще? Пока вроде ничего не вижу. Аля, а как тут это богато! Мне надо со жрицей поговорить, чтобы сдать этот квест. Здесь есть вообще в банях? Ну, ничего спрятанного я здесь не вижу. Хорошо, а поплавать? Так, ведем расследование. Вот здесь у вас есть? Баражируем, баражируем. Нет, ничего интересного нету. Так, отбаражировались. Хорошо, в банях. В банях ничего нет. Мне нужно поговорить с Эквитией. Где эта Эквития? Пока... Нечто общее. Так. Ну, вот. И оно пока не это. Разве что сейчас она как-то вернется. Пока я ее, правда, не вижу. Нет ее пока. Что там не открывали? Храм не открывали. С подменой лука, да? Пойти в храм. Ну, вошла я в храм Дианы, окей. Потушить жаровни? Римлянин стоит на коленях, будто бы молится. Похоже, его мольбы остались неуслышанными. С элементами хоррора, говорите? Так. Большая каменная статуя Дианы, древнеримской богини охоты, луны и подземного мира. Так, подожди, а как мне это... Ничего не происходит. Залезть-то как? Как я должна подменить? Так. Подожди, может подвинуть как-то какую-то табуретку?
И чё дальше? Как, блядь, подменить-то? Видимо, как-то надо залезть. Просто как? Правда, Уля, я не уверена. Подменить настоящий золотой лук на фальшивый. Каким образом? Ну просто я не понимаю. Как-то надо его выбить. Так. Загадки. Загадки во тьме. Не понимаю. Как нужно подменить лук? Я не понимаю, как это пока нужно сделать. Подменить лук. В моем понимании, что нужно просто... Вот как его подменить? Улей не сбивается. Ничего не происходит, если я стреляю в улей. Ничего не происходит. Как я должна подменить? Не знаю. Надо гуглить. Я без понятия. Между ульем и потолком. Но куда? Между ульем и потолком. Не очевидно. Я не понимаю пока что.
Что на полу нарисовано? Хрен его знает, что это нарисовано. Просто некая мозаика. Как нужно его подменить? Я не понимаю. Как-то залезть? На жаровню залезть. Я тут скакала, эти, я, понимаешь, потратил дофига стрел. Ну, сейчас я загружусь. Ну, давай. Is that you, partner? Do you have the bow? Да у меня. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. Ага. Так, ты меня здесь A little запер. bit slow, aren't you? Yes, I locked you in, and until you give me my bow, you're gonna stay in there, like Tantalus in Tartarus. Ах ты ж скотина. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Угу. Как мне доверять тебе после того, как ты меня обманул? You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Так. Даже если я... А тут вариантов не дается. Тут в любом случае ему отказываешь. Даже если я отдам его тебе, скорее всего, ты просто бросишь меня здесь. Забудь об этом. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? Так. Все, сбежать из храба. Каким образом? Можно нам, пожалуйста, открыть дверь? Так. Ах ты, вот оно что. То есть у нас теперь какой-то супер лук, который может все в золото превращать. Ну, вы поняли, да?
Но если дали оружие, значит где-то впереди будут враги. Как пить дать. Что? Вот, надо водоросли. Ах, вот оно что, господа. Все понятно. Сколько у меня стрел? 44. Интересно, да, любопытно. Дневник Неви. I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me, a rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again, and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and, disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that, even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Так, я вам сейчас все прочитаю. Значит, дневник Неви. Моя дорогая Галатея, я пишу это, чтобы однажды, когда мы наконец будем вместе, ты поняла, что я сделала и почему. Другие посчитают меня сумасшедшей или чудовищем, но мне все равно, что они думают. Все, что я делаю для тебя. Начну с самого начала. Вскоре после прибытия, когда я шла по коридору, уставленному золотыми статуями, мне показалось, что я услышала позади себя шепот. Порыв ветра, будто металлические голосовые связки напряглись, чтобы произнести пару слов. Я попыталась отогнать эту мысль и сосредоточиться на медицине, но этот мучительный шепот преследовал меня. Через несколько недель я снова услышала шепот в холле бани. Мое внимание привлекла статуя римлянки, одетая в столу. Ее лицо было искажено мукой и страхом, и что самое тревожное, оказалось, что она смотрит прямо на меня. Проходя мимо, я снова услышала напряженный шепот, и, обернувшись, увидела, что, несмотря на то, что я уже была в другом месте, она все еще смотрела прямо мне в душу.
Тогда меня осенило. Это была не статуя, а женщина, запертая в золотой тюрьме. Естественно, я рассказала остальным, но не смогла воспроизвести результаты эксперимента, и мне не поверили. С того момента я осознала весь ужас этого места. В этих статуях обездвижены живые люди. Именно в тот день, любовь моя, мое сердце разбилось. Но то, что это не золотые статуи, а это люди, это мы и так в курсе. I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Это мы в курсе. Ну, игра интригующая. Так, Space... О. Так, залезли. Так, бля. Спокойно. А, ты мне что, предлагаешь прыгать? Бля, где там ваши элементы хоррора? Чё взять? Чё-то очень нещадно мне стрел дают. Не так страшно. А, у меня еще 50 стрел, все вижу. Полезли. Ну. Так, где я вылезла? Загрузка. Так. Ну все. Найти способ вернуться. Подожди, а что я сделала-то? Насколько я знаю, Невия заперлась во дворце, нужно ее найти. Теперь мне, получается, нужно найти Невию. Так. Еще больше стрел, богу стрел. Хорошо. А? Он кто-то только что голову свои повернул. Они головы... Да, они головы поворачивают. Бля, шо ты такое?
Ладно, хорошо. Очищенная статуя. Она очищает статуи, видимо. Она пытается людей вернуть каким-то образом. Спасибо тебе, они говорят. Да, игра очень любопытная. То есть это она, получается, людей как-то пытается из золотых статуй достать. О, деньги. Ты такая ходит. О, деньги. Деньги лишними не будут. Та-та-та-та-та-та. Но у меня волшебный лук, так что мне пофиг на все. Ну да. Преврати водоросли в золото. О! Опа-па-па-па! По 2 стрелы надо. Так, я поняла. Я не очень, конечно, живая. Можно, конечно... Да, давай попробуем еще раз. Ну-ка. Ну, да, надо просто успеть расстрелять. You're not supposed to be here. Угу. Изи, изи. О, привет. Сюда, да я знаю, что... В смысле, сюда? Ага. Там реально сюда.
А, дайте хоть осмотреться-то. Так. Внизу. Да понятно, что внизу. Если в голову... Валер, зачем стрелять в голову, если можно сюда вот стрелять вот? Да, игра прям заиграла новыми красками, я вам скажу. И очень интригующе. Бля! А, успела? Нормально. Так, я поняла. Та-ра-та-та-та-та. Ну давай, 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 давай. Ну давай, мой зайчик. Ну. От... Ладно. Не в Валер, куда получается? Понимаешь, проблема в том, что куда получается. Стрела с оперением, деньги. Звук какой-то мне не нравится.
Ага. Ага. Не, стрелы тут очень щедро рассыпаны. Да, действительно, смотри-ка, в голову прям хорошо ему пришло. Отвлеки их. А, типа, чтобы не воевать. А, я поняла. Я поняла. Надо их всех туда заманить. Да, только я поздно это поняла. Ну, почти. Ну, в принципе, да. Можно было бы, конечно, идеальнее пройти, но как смогла. О, деньги. Господи, куда мне? Подожди, сколько у меня уже денег? 1001. Ладно. Вообще, мне уже надо бы заканчивать это дело. Мы же еще вечером сегодня фильм смотрим. Похоже, этот стеллаж изготовлен для того, чтобы удерживать золотые статуи, когда с них счищают золотой слой. Ужасно. Я так и думала, да. Ключ от дверей дворца взять? My beloved Galatea, after I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names,
and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Ну, в общем-то, как я и подозревала, да, то, что она, получается, с этих статуй счищает золото и пытается их оживить. Как я и подозревала. Подняться на верхний этаж, да, о, деньги. Как говорится, все хорошо, о, деньги. Я слышу опять какие-то подозрительные звуки. Звуки. Так, дайте. Стрелы, это хорошо. Замани их в ловушку, шелк в золото. А, выйти они не могут. Ну, вообще, конечно, приятно, что игра подсказывает, что надо делать. А, здрасте. Блять. Да, я саму себя за это. Ну да, молодец. Ладно, бывает. Я ж не знала, что ты оттуда-то вылезешь. Гений. Куда ты вылез? Да, лезет он ко мне. Кошель, деньги.
Здрасте. Деньги. Стрелы. В общем, самое главное в этой игре — деньги и стрелы. Kill me. Kill me. Kill me. I just want to die. Make it stop. Зря я, конечно, выстрелила в эту. Надо было их... You. Make it stop. Блин, там, конечно, деньги, но хрен бы с ним. А я думаю, оно того не стоит. Я думаю, те деньги того не стоят. Я это переживу. Молодая римлянка с поднятыми руками, словно испугавшаяся чего-то неизвестного. Так, квест прям огонь. Ищи квест. Очищенная статуя, господи. Так. Тут, по-моему, тишина. Ля, игра, отпусти меня. Время уже 8 часов. Это, главная проблема снова что-то это. О, деньги? Когда ля, игра, отпусти меня. О, деньги. Так, ну давай, дневник. My beloved Galatea, my attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodame after the Athenian turned to stone by Medusa. Ну да, вот она, пробурив золото, которым она была покрыта, я убедилась, что под сантиметровым слоем золота находится живая плоть. Which is so rigid, it must be some kind of alloy with living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin. К сожалению, этот золотой сплав сросся с ее кожей. Убрав его, я обнажила сухожилия и мышцы. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering
at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Eventually, I was able to free most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength and those sharp metal talons. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Iodami to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. As I continued working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. One day we will be together, even if I have to free every last statue in this god's forsaken place. Угу. В общем, она, видимо, кого-то потеряла, как я понимаю, видимо, дочь, я не уверена, которую превратила в статую. В общем, она пытается сейчас с помощью экспериментов вернуть себе таким образом ребенка. Здрасте! Что ж вы так пугаетесь-то, а? Зачем же вы так делаете? О, деньги. Пятьдесят метров до квеста. Да выстрели ты, ёб твою, налево! Господи, наконец-то. Блять. Я знаю, что по-хорошему надо, конечно, в эти стрелять. Меньше стрел уйдет. Ну ладно, что теперь? Проходим, как проходим. Голову, Валер, тут, блин, еще попробуй прицелься в эту голову. Не до головы, знаешь ли. Ага, вот. Мне интересно, когда я встречу босса. Яблоко выглядит свежим, кто-то недавно был здесь. Да я знаю, кто даже был-то. Похоже, она мертва. Очевидно, эта смерть не нарушила золотое правило. Очищенная золотая статуя. Мне интересно, а босс здесь какой-то будет или не? О! Ой, золото! Ля, какая здесь красота-то, а!
Чтобы что? Это голову они поворачивают. Так, вот давайте перед этим клиффхенгером мы сохранимся. А завтра начнем с этого момента. Потому что вечером я еще это. У меня должны быть еще фильмы. Так, да, все, выходим. Ну, с учетом того, что я просидела 5,5 часов в игре и пронеслось это буквально как... секунда, я бы сказала. Да, это игра очень интересная, интригующая. Хорошо, завтра тогда продолжим с этого момента. Поговорим с этой замечательной тетенькой. Интересненько, Валер, да. Всем спасибо. Так, давайте сейчас у нас сколько? 8 часов, где-то на полчасика-часика я сейчас прервусь, зарядить наушники. И вечером тогда у нас фильмы на Good Game. Заказы Саргал. Валер, приходи на Good Game. Вот. Игру тогда мы продолжим проходить завтра, а сегодня вечером тогда пойдем на Good Game смотреть фильмы. Там у нас Волк Солл-стрит и... ну, если успеем, будет еще один фильм «Игра на понижение». Так что, если кому-то интересно, тоже приходите на Good Game. Вот. А так, тогда уже до завтра. Всем спасибо. Увидимся тогда уже либо вечером, либо завтра. Все, давайте, пока ухожу на перерыв.